Ура! Привет! Не смог я их нормально взять. Ну ладно. Еще вот синий. Блядь. Короче. а, Я вернулся. Я наконец-то решился на то, чтобы снять ролик еще один. Посмотрим, как пойдет. Почему опять белый? Во! Что такой маленький? Вот такой! Коричневый. Короче, главная тема сегодняшнего ролика — это ребрендинг моего проекта и приоритеты, которые наконец-то я начал выстраивать. Вот, Hogwarts Legacy делаю вид, что будто первый раз запускаю, потому что надо было проверить, очень давно не запускал. Все работает. Надеюсь, сейчас тоже заработает. Вот. Давно я этого не делал, с декабря, а уже середина марта. Печь. Ну ничего. Главное, что я нащупал этот формат, увидел отклик. Это что такое было? First person. Не, я не люблю от первого лица играть. Короче, те прохождения забрасываю, потому что там так и не работает время. Пришлось создать новое. 7 января. Я пытался, я думал еще в январе что-нибудь снять. Вот, и короче, здесь все работает, но минус, что по сюжету я значительно раньше. Соса. Оральная фиксация. Вот, сегодня я яркий. Я всегда боялся цветов, и меня убедили, что это... что это? Это как бы такое. А я яркий. Я люблю цвета, я цветочек. Поэтому надоело слушать не тех людей, и я теперь слушаю только себя. Вот, я по-прежнему нюхлер. И давай начнем. Так, у меня выключены диалоги. Ну правильно, чтобы меня не перебивали. Вот, и нам это все не нужно, потому что я играю просто на мышечной памяти, напоминаю. Мне просто нравится Tickling My Brain. И я воспринимаю эту игру как узник Азкабана, который проходил бесчетное количество раз. И мне... Я не помню, как у меня читы, как что у меня здесь. Ну, картинка радует, она лучше, чем на приставке. Потому что я включил решейдинг. Это хорошо. Это сочнее. Профессор Гекат. Сейчас я вспомню, что как. Вообще у меня цель изучать моды, конечно. Как я давно тут не был. Вот, Гекат. Это нужна карта. И в том сохранении не работали быстрые перемещения. Флюфлейм. Так, Ронан. Гекат. Здесь все работает. Ничего с этим нельзя сделать. Я чат GPT просто вдоль и поперек обмусолил. И в сети искал О, как все сочно тут. Бесполезно. Витражи. Сказано, что никак не починить это сохранение, лучше начать новое. И действительно заработало. Кстати, вот эти штучки, вот эти глазики, они были в Кубке Огня. Там они якобы, следили за нами, как мы выполняем задания. Наверное, это отсылка. Привет, Гекат. Я, кстати, начал смотреть дораму. Называется на Кинопоиске «Путешествие к бессмертию». И там тоже вот здесь такая история с Гекат, что она гораздо старше своих лет выглядит. И здесь тоже учитель, которому 37, а он дед. Вот. А вообще по поводу цветов, победите раунд, завершите раунд. Окей. И... А где это? Это часовая башня, по-моему. Оно сразу отмечается. Ага. Больничное крыло, гостиная. Вот. И
Я посмотрел второй сезон, первый тоже смотрел, просто он не об этом. Сериала «Почему убивают женщины». Я думал, ну такое, про домохозяек. Да, про домохозяек, но с такого ракурса. Что меня там больше всего зацепило помимо сюжета? Главная героиня, которая носила серую одежду, бежевую, безопасную, удобную. И когда она начала носить все вот эти свои гауны, вау. Поэтому я... О, она переодета, класс. Значит, я ставил мод, я же все забыл. И... я хочу цвета. В моей жизни не так много радости. В основном все эмоции, которые я испытываю, это творчество. То есть я пишу, я записываю, я монтирую. То есть это то, что я испытываю, ну, концентрированно. А сама жизнь, сама вот эта вся рутина, она не такая уж интересная. Очень громко, бич. Вот. И... как непривычно. У меня тогда получалось и говорить одновременно, и играть. Все равно громко. Видел котика в ТикТоке, который ненавидит звук будильника. Сразу начинает лапочка, 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 телефон. Что-то вы какие-то плотные. А, я вспомнил. А, нет, я не включал чек. На one kill. Короче, что я говорил? А, цвет. Вот, и я всегда боялся, например, розового. Даже мама говорила, парень в розовой рубашке, ну что-то такое. Именно рубашки. Думаю, а я возьму футболку. Так это еще и варенка. Кому нужен артикул на ВБ, могу скинуть. Законодатель мод, блядь. Короче, мне нравится. Я накупил разных футболок цветных. Не то, чтобы у меня не было никогда цветных футболок, просто все уже выстиранные, старые. Думаю, надо на новый теплый сезон взять свеженьких футболок. И вообще футболки я не носил, потому что... О, мне однажды сказали, что у меня не руки, а ветки. О, и типа... я поверил. Это было в детстве, я еще был совсем крохой. Убери от меня свои ветки. Какие-то знакомые родители пришли. Ой, как я не люблю вот эти вещи. Вот бы их пропустить. Ну так вот, и... мне это запомнилось, настолько запомнилось, что оно отложилось комплексом. Казалось бы. И как обычно я реагирую сначала типа это не со мной, это ля-ля-ля, а потом со временем оно раскрывается. И это раскрылось. И вот я долго с этим боролся, что мне не надо носить футболки, у меня ветки, мне не надо носить футболки, они недостаточно удачно мою фигуру обрамляют. И я прятался. Но это тяжело. Постоянно рубашки, постоянно какие-то кофты, постоянно прятаться, особенно в жару. Когда не забуду, в первые годы в Курске пошел в магазин, и девочка меня обошла со всех сторон, вот так сверху вниз, снизу вверх посмотрела, и... мол, что это за дядя такой весь в черном? Но я же тогда был таинственным. Я же тогда был готичным таким... миленистым. А это вообще не я. Совершенно... блин, я хотел Себастьяна. Ну ладно. И... ну, с течением лет я старался освободиться. И вообще все, что я сейчас делаю, я стараюсь освободиться. Мне навязали всего вот этого говна, которое, ну, не мое совершенно. Что у меня еще есть? Как переключить? У меня один набор. А, я еще не сделал. Ну ладно. И... а что он стоит и смотрит просто? Рыжий. О, проснулся. Вот. И поэтому к своему возрасту я наконец начинаю прощупывать свои приоритеты.
Я наконец-то учусь говорить... А чё? Как будто залагало. Говорить нет. И... Это было поначалу непросто. Но, разумеется, нужен был триггер. И почему я так долго не записывал ролики? Потому что, ну, если я войду в поток, то я и ролики записываю, и каверы делаю, и записываю основные свои треки, и монтирую, и публикую, и разговорные ролики, что угодно готов делать, и могу, если меня не выбивать. А меня в очередной раз выбили. Да, непривычно себя видеть в футболке, обычно же я прячусь. Но ничего. И учусь этому всему. А триггер был такой, ну, конечно же, у меня нет лоха. А она у меня откуда в начале игры? Видимо, мод. И... А что там можно посмотреть? Покажите. У меня много чего есть. Репара зачем-то. Короче, учусь. Бомбора. Акцию надо? Ну пусть. Но это я точно заменю. На что можно заменить? Ну что-нибудь жесткое. Да, вот это пока что. Ебать жестко. Короче, я наконец-то начинаю себя узнавать. Что? Я начинаю себя вспоминать. Потому что многое из того, что вот было во мне, какой-то инфантилизм, который я очень берег на самом деле, через года. Это была моя сила. И это есть моя сила. Какой звук приятный. Ну я не буду это сейчас делать. Вот. Потому что я старался всем угодить. Вернитесь к профессору Гекат. Да я хоть посмотрю здесь красоту. Ой, ну конечно, графика здесь меня радует. По сравнению с Узником Азкабана, да и вообще со всеми играми про Гарри Поттера. Я понимаю, что есть и лучше, но для меня вот это прям вау. Я очень жду вторую часть Хогвартс Легаси. Я за это время столько посмотрел роликов про вторую часть. Очень жду. Много чего говорят, но в основном это просто хайп на пустом месте. И мало чем подкрепленный, поэтому верить этому... Хотя многое из того, о чем говорили про Хогвартс Легаси, первую вот эту часть, подтвердилось, поэтому, ну, просто держу руку на пульсе, мне нравится. Вот. Удивительно, конечно, как можно себя загнать на самом деле, насколько можно себя потерять, но я не жалею. Это нужно было пройти, и нужно было понять, что, ну, дай-ка проверю, на всякий случай записывается, а то может я тут пиздю, оно не записывается. Записывается, ура. Вот, фрактал. Поэтому для меня сейчас такой интересный период вспоминания и узнавания себя. Ну надо же. Как лохматик. И энергия пульсирует. Обожаю цвет вот это вот бирюзу. Особенно мне нравится в наличии в сочетании с розовым. Но это не совсем розовый, это более такой малиновый. Ну типа да. Но тем не менее на контрасте. Синий хотел сделать, но что-то как-то очень темно, мрачно. Это все-таки прям вот моя энергетика. Бесшуточная, анахаточная, синяя, зеленая. Так. И я просто кайфую от того, что мне удается проработать в себе. Потому что я освобождаюсь. Многие вещи, которые я нес через года, они меня высасывали. Особенно... А вы отметите, что она мне дала? Наверное, инсендио. Вот.
Фиг, профессор Фиг, фиг знает. И, наконец-то, я освобождаюсь. О, ну, меня спрашивали часто, если я начинал с новыми людьми общаться или с теми, с кем редко общаюсь, и мало человек меня знает. Кто ж тебя так искорёжил? Ну вот я ответил себе на этот вопрос, что я сам. Я позволил так с собой. Ох, как упалас. Ковер палас. Наверняка в них заточены джинны. Вот. И я сам здесь... О, виноват, чувство вины. Не. Просто... Ну, я не хочу быть жертвой. Я в тех роликах так откровенно обо всем говорил. Чешу нос, как кролик, напоминаю. Что... Нюхлер. Это могло показаться, типа, я нытик. Ну, по знаку зодиака я рак. Нам как бы свойственно ныть, это понятно. Но вообще я не нытик. Я сентиментальный. Как ни назови, да? Томат, помидор. Ну, я имею в виду, что мне важно проживать все эти мои эмоции, все мои вот эти переживания, потому что... Знать бы, где он, Себастьян. А, наверное, внизу. Нет. Хотя... Ох, какие гобелены. Так вот. Нет, он точно не здесь. Ну, можно нажать. Так. Я знаю, что, скорее всего, он тут. Просто нужно спуститься по лестнице. И... я сам себя вот так вот искорёжил. Кто выиграл здесь? Точно не я. Но опять же, вот учись на опыте других. Когда сам прожил, гораздо понятнее. Ну вообще он должен быть здесь. Понятно. И исчезла. С Себастьяном, ну... Ну, наверху я так и думал, что он там. На нем тоже костюмчик хороший. Сейчас покажу. Во! Ну, красота же. Покажись. Я раньше очень любил такие рубашки, прям вот по фигуре, чтобы они подчеркивали это все. Я не сказал, что сейчас не люблю, просто как-то не доходило до того, чтобы я их носил. Мне больше нравится футболка, а сверху рубашка расстегнутая, чтобы был объем, чтобы было ощущение полета, чтобы энергия пульсировала. А, это интересный квест. И я... Что еще хотел сказать? У меня тут на самом деле целая заметка. Я буду сейчас в нее поглядывать. И что? А, обозначено там. А, мне нужно идти. Ты за мной пойдешь. Окей. Так. И я просто сейчас проживаю интересный период. Так вот, почему я так долго отсутствовал в таком формате? Потому что музыку я делаю это и так понятно и без слов. Но каждый день. Но мне же нужно как-то поддерживать присутствие в сети. Это мод на автосбор всякого хлама. И поэтому... Тут еще не обозначено. Но тут, короче, надо будет взять ключ. И... Чё? Скачу по темам. Столько хочется сказать. Давно не записывал ролик. Ну так вот, потому что меня сильно выбило. Я столкнулся с человеком, с которым много лет знаком. 15 лет. И оказалось, что у нас абсолютно разные приоритеты, абсолютно разные взгляды, разные ценности. Вот это самое главное, ценности, потому что вот кто-то ценит семью, кто-то ценит
там какой-то меркантильность деньги, кто-то еще что-то. Оказалось вообще все разное. И оказалось, что мы общаемся на разных языках. Москва, Курск, казалось бы. Неужели из другого абсолютно теста человек? Не знаю, я прям долго это переживал. С чатом GPT обсуждал, со знакомыми. Вот. И старался без имен, старался как-то вот витиевато, но переживал. Пережить от слова жизнь и переживать от слова пережевывать. Я долго эту какашку жевал, я долго пытался как-либо, не с той стороны вообще пошел, переварить это, травился этим, но наконец-то смог. Я понял, что есть люди, с которыми абсолютно нельзя сближаться. Абсолютно их нельзя пускать близко. Пожалеешь очень сильно. Если хочешь, попробуй. Но на своем опыте говорю, если есть какая-то чуйка, не обесценивай ее. Я свою чуйку очень обесценивал, а у меня интуиция шикарная. У меня чтение людей просто шикарное. Мне достаточно вот просто на лицо взглянуть, интонацию голоса услышать. Я уже многое могу сказать о человеке. Но я обесценивал свои вот эти вот способности. Я считал, что я надумываю. Меня же научили, что ты слишком эмоциональный, ты слишком накручиваешь, ты слишком тревожный. Но это ж все не с потолка. Построение кадра. Это ж все не с потолка идет. Оно зачем-то мне дано, это моя суперсила. Поэтому обесценивать то, из чего ты состоишь, конечно, если это переходит в какой-то уже диагноз, ничего хорошего. Ох, какая русалка. Говорят, что-то вообще вроде как хотели сделать дополнение, но можно встать как-то, нет? Нажать нельзя, она двигаться вообще должна, эта русалка. Это, наверное, путаю с главным залом. Ну ладно, там такой фонтан с русалками. Я на своем опыте убедился, что просто я хочу со всеми дружить, и со всеми, с кем я занимаюсь, я хочу дружить, я хочу, чтобы были какие-то родственные связи. Это ошибка. Это ошибка. Этого делать не надо. Какая рука? Оп! Этого делать точно не надо. Но не со всеми. В моем окружении есть те, которых я очень люблю, и мне очень комфортно, мне безопасно. Как это для меня важно, что с человеком должно быть безопасно. Если не безопасно, о чем вообще речь? Поэтому я убедился, что в моем окружении был человек, с которым небезопасно. Под вуалью заботы меня просто разбирали на молекулы и препарировали без наркоза. Придумал эти фразы, и вот в последнее время их повторяю. Очень больно, очень страшно. И главное, что этот шлейф сохраняется очень надолго. Я не могу ни записывать, ни монтировать, я не чувствую никакой магии от музыки, от вообще жизни. И я говорил, что, не надо так со мной так нельзя. Бесполезно, все равно это, видимо, человек просто из этого состоит, и не нужно ждать, что будут какие-то изменения. Я попробую взаимодействовать, как раньше, в парасоциальном режиме, но если не получится, я себе уже объяснил, что мне ничего не нужно, я смогу, наконец, отойти. И я не буду просить. Просто был такой момент. Такое чувство, что там что-то есть, эти штуки надо разбить. Что я себя сам поставил
в просящую позицию. И, видимо, человек считал, что типа все так будет всегда. Ну, как бы возраст идет, мы уже примерно одного возраста, и я уже не нуждающийся такой вот мальчик, который вот, пожалуйста, пожалуйста. Не хочу прям откровенно прямо говорить об этом. Не хочу этого человека обижать, не хочу его триггерить. Лучше завуалировано. Но моя проблема, что я считал... Ну, я вообще, мне свойственно искать какую-то путеводную звезду, какого-то наставника, какого-то авторитета. Хотя я сам по себе лидер. И этому человеку это не нравилось. Я это чувствовал всегда. Поэтому, если не получится вместе что-то делать, не надо. Я уже себе объяснил. Вау. Что мне оно не нужно. А если получится, если будет что-то, то не по моей инициативе уж точно. Совершенно точно. Еще один. Я смотрел на другого. Да ладно. Бомбара. Вот хотя бы заклинание я бы включил, чтобы он... Хотя Ревелио задолбает. Вот, и... Я долгое время закрывал глаза на все, я старался не замечать, я оправдывал. И я думал, что, ну, человек такой. Я никогда не говорил плохого за спиной, потому что я очень ценил все, что мы делаем, и для меня другого варианта и не было вообще. Я думал, что иначе не может быть, если не это, то вообще никак. Но я помню, что тут как-то... Ага. Я понял, что... Еще как. Я самостоятельный. Какой цвет. Сколько бирюзы, сколько серебра. Это же все лунное, все мое. Мои оттенки. Вот. Но я все-таки люблю теплоту. Поэтому особо не упарываюсь по всему вот этому лунному. Оно как бы часть... Ну, оно и есть часть меня, но... Я все-таки солнышко. Несмотря на то, что лунатик, несмотря на то, что сила Луны и все такое, я все-таки теплый. Если Луна, то теплая. Вот эта, которая эмодзи этот. Так, я не правильно пошел? Да. Что у меня здесь дзынькало, дребезжало так сильно, это кондиционер, который... Я ленился у него фильтры мыть чаще. Когда начал мыть их чаще, он перестал издавать эти звуки. Вау. Поэтому туда тоже можно как-то пройти, где-то здесь есть. Ну, зачем мне все это собирать? У меня, по-моему, все и так есть. Ага, вот. Да ты что? Ну, короче, как-то здесь тоже можно куда-то встать вот так, и оно... Или включить что-то. Я уже забыл. О, какая красота, ну какая же красота. Гениальная работа, просто произведение искусства. Я очень люблю этот проект. Как же хорошо. И как хорошо, что отдельно от основной истории. Не Гарри Поттер, избранный, бла-бла-бла, все вот это. А отдельно, что в этом мире. Как это хорошо, как это классно. Надеюсь, вторая часть будет такой же. Говорят, ее хотят связать с сериалом, который сейчас готовят. Это будет что-то невероятное. Несмотря на все вот эти контроверсии, все равно я с удовольствием буду смотреть, потому что персонажи покажут по-своему. В этом и сила актерского искусства, что нельзя повторять того, кто играл этого персонажа до тебя. Интересно, как все будет сделано. И у меня мысль, что этот сериал готовят для нового поколения, потому что новое поколение особо не знает Гарри Поттера и как-то с кринжом относится к нему. Странно, кстати. Ну, я не говорю про Джоан Роулинг, я говорю просто про историю, про все вот это вот волшебное.
И я думаю, что здесь будет сделано в большей мере для современного поколения, потому что там я вижу и мобильные телефоны у персонажей в мире маглов. И я думаю, она будет ближе к новому поколению, и на это делается большой упор. Даже вот открывают стриминговый сервис, которого не было в Англии, и из-за этого флагмана, из-за Гарри Поттера, вот этого сериала, каждый сезон это одна книга. Значит, мне надоела эта магия, я хочу вот это. Но она, по-моему, слабая, но зато красивая. И она из мода. Вот. Так что... Вот, что я об этом думаю. Тебе хотелось об этом знать, я тебе сказал. Вот. Пока здесь заставочка, я открою заметочку. Вот, я переживал потрясение, которое откладывал 15 лет. Мне наконец-то удалось осознать, что я в корне неправильно себя позиционировал с этим человеком, да и вообще в принципе. Пропускал фразы, действия, оправдывал все. Намеренно не задумывался о происходящем. Но впервые отреагировал на это: ой, не сделался удар, а типа режим болеть не включаем. Я решил исследовать. И я все это время создавал новые песни, я оттачивал свой стиль. Мне опять же навязали, что мне нужно, чтобы была слюнка, чтобы я был очень близко, чтобы был один слой. О, какой сочный цвет. Но так не работает мой голос. У меня довольно сиплый голос. И это просто особенность моей текстуры. Мне нужны слои. И Муриэль, Суккуб Инкуб и прочее, что можно послушать в закрытой группе в Телеграме, подписывайся, в полном объеме. Ну или что уже я публиковал кусочки. Вот. Я не становлюсь дальше из-за того, что у меня слои. Вот почему-то такая вот штука, что типа если слои, значит дальше становишься от слушателя. Нет. У меня голос так работает, что мне, и вообще ощущение музыки, что мне скучно себя слышать одним слоем. Нет динамики, нет бурления, нет вот этого вот наэлектризованности. И поэтому я крутил новую песню, называется «Таро Алло». И ночью сегодня открыл, она не работает. Она не работает в этом формате, что вот есть один голос, кое-где есть подпевки, припевы, конечно, это полностью жир. Не работает. Мне нужно сразу, чтобы был жир. И чтобы там, где нужно, я еще добавлял этого жира. Поэтому слойка с сыром для меня необходимость. Я не показываю здесь какой-то шедевр исполнительского искусства. Я показываю песню, я показываю свой мир. И звучание Лунатика и Жени должно быть своим, особым, как из сна. Да есть из сна. Мне снятся эти мелодии, потом я их щупаю, стараюсь выразить. И... О, я не замечал у него на столе вот это. И я... Надо прям вот так подойти, через стол нельзя. И стол перед столом. Ну, короче, у меня, кстати, была одноклассница, она смеялась вот так. И говорили: о, затяжной, пошел. И она это заметила. Она говорит: я пытаюсь справиться с этой привычкой, просто у нас все в семье так смеются, и сестра, и мама. Как мы, да, впитываем свое окружение. Так я вот тоже впитывал этого человека, который, ну, настолько зажат, настолько закомплексован, настолько не уверен в себе и настолько у него фиксация на чем-то гейском. Я уже говорю: хватит. Ну хватит, сколько можно? Это уже не смешно, это уже вызывает вопросы. Зачем? Да, я ни в коем случае это не осуждаю, я это обожаю. Как я вот рассказывал про трансов в Таиланде. Шикарное шоу, первое мое драг-шоу, на котором я был. Я обожаю Трикси, Мэттел, Катю.
Короче, мне этот мир для меня не чужд. Это не увидишь в повседневной жизни, особенно в нашей стране. Я знаю, что это где-то есть в андеграунде, но мне не интересно. Я в клубах никогда не был и не хочу. И я ни в коем случае никого не осуждаю. Мне нравится разнообразие мира и эмоций, и форм искусства. Это все настолько классно, жизнь такая многогранная. И зачем себя закупоривать вот только вот как-то? Короче, я говорю, хватит. Ну, то есть на меня это постоянно было. Ух ты, этот камень интересный, он бирюзу отдает. Или там как бы мох на нем, что ли. Potion. Окей. И на меня это тоже проецировалось. Тут по-пидорски, тут еще как-то. Тут жесть не такой, тут интонация не такая, тут что-то за охи-вздохи. Это я. Это я. Не люблю этот квест, ну ладно. Я буду выражаться, как я хочу. И мне не интересны вот эти вот оценки. Я замечаю все комментарии, которые получаю. И порой в них есть зерно. Мой новый подписчик, ну как новый, он сказал, что уже лет 5 смотрит меня. Олег. На самом деле, по-моему, он Игорь. Но хочет, чтобы его звали Олег. Я не против, хоть повелитель. Вот. Он сказал о том, что не надо блокировать хейтеров, можно из этого целое повествование устраивать. Но я объяснил в группе, в основном в моем канале в Телеграме, есть привязанные комментарии, группа с комментариями. Ее даже в поиске можно найти, она открытая. Я там очень объемно отвечаю на сообщения, поэтому, если хочешь, пиши туда, отвечу. Ну, по крайней мере, точно замечу. Вот. И он сказал, что можно вот... Что, и все? И ты пошла? Ну, ясно. Нужно было просто с ней встретиться. И я не хочу. Почему? Потому что это моя безопасность. Этой девочке нужно астролябию найти. Тоже костюмчик. Как я рад, что я их переодел. Много костюмов, модов, но я нашел то, что вот не выбивается из стиля игры, и мне нравится. Потому что это 19 век, здесь своя мода, и мне это все нравится. Вот. Интересно, вторая часть Хогвартс Легаси будет в каком времени? Может быть 90-е, может быть нулевые, с фильмом. Вот, и... Бомбара. Я знаю, что бомбарда, просто мне нравится говорить бомбара. Куда бы? Ух, фиолетовый с черным, какое сочетание шикарное. Я замечал, что на чернокожих людях фиолетовый смотрится прям... И, кстати, контроллер фиолетовый. Да, конечно, фокуса нет, спасибо. Ну ладно. Вот, и... Сейчас какой-то двич. И я... Почему блокирую хейтеров? Ну или каких-то людей, которые двусмысленно начинают какие-то вещи писать. Прям унизительные. Потому что это мое пространство, это мои странички. Я здесь имею эту власть, я здесь имею вот это влияние. Я могу из этого сделать вот такие островки безопасности, вдохновения и всего остального благотворного, а не превращать это в какое-то место срача. Политика и прочие все вот эти вот темы, этого полно в сети. Если хочется выразить свою вот такую часть, не тут. Не тут. Я прошу меня беречь, и я себя сам берегу, потому что мой вот этот вот росточек из головы, его нужно беречь.
Потому что если я начинаю болеть, если я начинаю сомневаться в себе, это заканчивается плохо. Вот одна из причин, почему так долго не было релизов все эти годы, почему они были такими редкими. Потому что вот это общение, разбирание на молекулы меня и все в этом ключе, я надолго выпадал. И так больше не будет. Я, конечно, не могу контролировать, что мне никогда ничего не выбьет, жизнь случается, но, по крайней мере, я теперь гигиену свою держу очень плотно. Так, мне нужно конфримбо. Так, раз, два, где три? Три. Раз, два, три. И это просто моя гигиена, моя безопасность. Я не хочу постоянно вплетаться вот в эти вот, ввязываться в обсуждения, что-то оправдываться как-то. Я больше себя не объясняю. Я понял, что это очень сильно бы высасывало. Лучше оставаться несколько таинственным, нежели прям вот выложить, объяснить, все разжевать. Зачем столько энергии на это? Я себя сам определяю. Вот что я для себя понял. Я сам знаю, что я, кто я, как хорошо ли или плохо ли я делаю свое дело. Мне, по сути, это неинтересно комментарии из разряда «вот что-то тут исправить». Идеи мне нравятся, когда мне предлагают, как можно, какие форматы для промо, что можно, какие темы. Вот, например, подписчица написала «напиши песню про звезды». Я целых 2 написал. Шикарно, вот это я люблю. То есть... Просмотрел, что это было. Она собрала всю палатку. Вот. Вот это мне интересно. Пой как этот мальчик. Где... Какие блестящие. И исчезли. Цветочки такие красивые. Я был в горах, в Алуште. Мы поднимались в горы. Там такие маленькие крошечные цветочки растут. Так это клевер, а это какие-то как... Не знаю, но это не клеверный цветок. Такая растительность интересная, и там зайцы. Мне запомнилось, я снимала ролики, в запрещенной социальной сети есть ролики с этими беленькими цветочками. Меланхолия. Песня. Вот. Не помню этот камень, кстати. Наверное, он тут всегда был, но я его не замечал. Так, что теперь мне нужно сделать? Задание. Давай. Что это? Это как раз оно. Поэтому вот. Я блокирую, опять же говорю, тех, кто начинает как-то с подъебками что-то. Я такой язык любви не понимаю, сразу говорю. Я знаю, что есть такой способ внимания выражать. За косички дергать, вот как в школе девочек мальчики дергают. Я дис и какое-то вот такое не понимаю. Я такое не приемлю. Поэтому, ох, как сочно все. Стоило, конечно, этот мод поставить. Решейдинг. О, тыква какая-то. И... ну, короче, об этом я уже говорил. Что еще у меня тут? Я хочу прям вот это все. Мне 32 в конце июня, 27 числа. Буду рад твоему поздравлению. И уже прошло 2 года с моего юбилея. Я даже эти 2 года как-то не заметил. Я настолько был погружен в свои какие-то переживания, во все вот это, что... А что я сделал за эти 2 года? Сколько у меня было релизов? Короче, больше я не хочу дабл-чек себя из-за своих... какие у него ногти. Тревожности и создавать себе каких-то авторитетов. Я думал, что этот человек знает, как нужно. Он понятия не имеет.
посмотри на достижения человека, на то, что он делает и как на него социум реагирует. И все сразу понятно. Все сразу понятно. И не нужно выдумывать себе кумиров, эталонов, примеров. Бессмысленно это все. Я сам знаю, как мне нужно. И, что важно, я готов нести ответственность за то, что я делаю. Всегда... Заметил ли, кстати, что моментально выросла? Это мод. Ого! Нафармил. Я готов нести ответственность за то, что я делаю. То есть раньше я по наитию, даже не задумываясь, искал виноватых. Песня не залетела, потому что что? Кто-то что-то не доделал. Я там что-то какой-то плохой и прочее. Сейчас я готов нести ответственность. Вот это да, какая шишка тут растет. И... О, тут какой есть. А, это для преподавания. А можно я тоже хочу стишок рассказать? О, какой костюм. Пришла. Ядрить у нее какие сапоги. По самую пизду, блядь. Круто. Вот. И у меня была знакомая Эльвина Михайловна. Она говорила, вот идет вот эта девочка, вся расфуфыренная, вот это все. А мальчик идет, вот нормально идет, ну что, не уебывается, типа. Как она не любила девочек, но внучку свою любила. А это Попа Добринг. Чё ты, Попа? Во, прическа у нее хорошая теперь. Тоже в рубашке. Отлично. Встретись Леандером Пруэттом. Можно сюда пройду? Конечно. А, спасибо. Ну, я думал, ты Визли, потому что рыжий. Поэтому... Что я говорил? Ладно, идем дальше. Да, вот эти 2 года я готов нести ответственность за то, что я делаю. Вот, вспомнил. Ну пошли, чё стоишь? Ты покажешь, куда идти, или я должен сам догадаться? Бесишь. И это моя ответственность, это то, чего я теперь не боюсь. Я готов показать себя настоящего. Я готов делать песни в том числе сам, не ожидая, что кто-то мне сделает продакшн, и вот, наконец-то, у меня будет все. А куда идти? Почему ты меня не ведешь? Почему я должен угадывать, куда идти? Точно, у меня же есть книжка. Печь. Вот. И я готов нести ответственность за то, что я делаю. Если это странно, если это по-пидорски, если это как-то недостаточно или пере, или недо, это моя ответственность. Я так решил, я так сделал, я так вижу, я так чувствую. Мне надоело, у меня агрессия, у меня прямо агрессия, у меня саботаж, у меня протест. Мне надоело быть, демировать себя. Вот знаешь, как свет. Громче, тише. Постоянно тише, 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 тише. Мне с детства говорили, будь тише. Может, мой голос не был бы таким сиплым, и я бы по-другому совершенно выстраивал свою музыку, но у меня так построен голос из крунерства, из шепота, из напевания тихого. Ой, я что-то прямо как-то наэлектризовался. Ты мой антистатик. Помните Алекса Морозовского? Так что я трансов люблю. Вот. И я готов нести за это ответственность. Я сейчас делаю песни, которые... Ну, например, песня «Русалка». Я русалка, русалка. Чего, блядь? Какая-то нахуй русалка?
Я, блядь, русалка. Я так решил, я русалка. Все. Я русалка. Я всегда любил русалок, я русалка. Можно было назвать мермен, как-то еще там что-то, тритон, типа. Русалка, это понятно. Я нахуй русалка. Я русалка, все. Я русалка, блядь. Охуенная песня, такая песня. Скорее бы показать тебе. Скорее бы ее выпустить. Может, демку хотя бы выпущу для начала. В закрытой группе. Как же я люблю эту песню. Она меня... Вот каждый день она меня напитывает новыми эмоциями. Это что-то невероятное. Ну, не в смысле, вот я набиваю цену и там что-то вообще... и ты так можешь, типа, со скептизом относиться, типа, не удивил. Для меня... А это мой главный лакмус. Для меня важно. Для меня. Мне дает эмоции. Я обожаю. Я просто кайфую. Поэтому вот русалка. Или Муриэль. Лёша говорит, не буду делать песню, потому что, ну, тут какие-то религиозные мотивы. Муриэль не католический, не православный, никакой ангел. Он... не знаю, существует ли он, верит ли в это все. Но... он привязан к знаку зодиака Рак. У каждого знака зодиака есть свой... теперь зелеварение. Я их путаю с травологией. И... Тут не про религию. Тут про путеводную звезду, про аллегорию, что я ищу вот эту энергию этого кого-то, это что-то. Je cherche un homme qui pourra m'aider. Как я хотел кавер сделать на эту песню. Je suis génération désenchantée. Я ищу душу, которая мне поможет. Тут текст. Искал. Понял, что весь источник во мне самом. Конечно, мне нужна поддержка, конечно, мне нужны близкие люди, которые помогают, и нужны подписчики, мои слушатели, у которых это отзывается. Я ж не только для себя это делаю, это понятно, я очень ценю. Но здесь ловушка. Можно начать себя определять через это. А вот это уже страшно. Поэтому вот смотрел интервью Royal Court у Британи Броски. Гостем был Гарри Стайлз. И он сказал такую вещь, которая очень у меня отозвалась. Важно иметь людей, которые помнят тебя до популярности, до всех песен, до всего вот этого, которые видят тебя по-прежнему тем же. Тут тоже есть ловушка. О, ты типа Женька, Жендус, и все такое. Я уже не Женька, я уже, опыт какой и статус и все остальное, как бы. Какой тебе Женька? Есть такие люди. Но важно иметь тех, кто тебя любит, принимает, по-прежнему относится к тебе. Вот, например, моя сестра, она родилась, она вот так на меня всегда смотрела. Я для нее просто божество, всегда. Не в зависимости ни от чего. Ни песни, ничего. Просто она вот так смотрела на меня всегда. И меня это злило, я ее обижал. Но я с годами понял, как костюмчик какой, как он ему идет. Насколько это ценно, когда есть человек, который безусловно тебя любит. Который вот просто относится к тебе очень... Мурашки. Волосы встали. Который по-настоящему тебя любит. Не за что-то, а просто вот вопреки, потому что ты есть. Вот это ценно. Я себя вообще без нее не представляю. Я не представляю человека, который бы вот до трусов был бы со мной близко в творчестве. И под трусы. Только я ей могу довериться, поэтому мы купили камеру, мы начали изучать, как со стабилизатором все это делать, как снимать, выражать себя. Эдурус.
как вот это все, чтобы быть независимым артистом, чтобы не делать вот эти сложные продакшены, клипы, например. Все люди пролистывают клипы. Они видят вот в этом коммерцию и пролистывают, потому что это, ну, коммерция. Человек что-то хотел от тебя получить. А когда видит просто ролик снятый, ну так, телефон поставил, еще руки даже не убрал, и что-то там играешь, поешь, вот это заходит. Люди хотят видеть людей. Я, конечно, все равно хочу это делать со вкусом. У меня все равно к этому подход свой. Но гораздо проще. Я себя не выебываю теперь этим. Я теперь кайфую от этого. И вот первые ролики, которые мы сделали в таком формате, это на «Скажи» вот с Лерой снимали. Галя снимала на iPhone Муриэля. Вот в таком формате, что это не клип, это не постановка многокамерная с каким-то там суперсветом и все остальное. Даже вот просто я куда-то иду, я могу, вот меня может тюкнуть, я могу дать телефон в руки и поснимай меня. Не обязательно публиковать все 4 минуты песни. Кусочка достаточно. Я раньше думал, вот, огрызки, кому оно надо? Надо. Надо. Я убедился, я увидел, что надо. И так работают социальные сети. Я раньше в запрещенную социальную сеть публиковал полностью весь ролик, который не показывался в поиске совершенно. И оказывается, там работают рилзы, но тогда их еще не было. Короткое все. Именно это любит алгоритм. Поэтому далеко я до него идти. Далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Далеко. Унесло. Свеч. Унесло в пучину Надежду Васильевну. Вот. Я о чем говорил? Короче. Что говорил, то наверняка сказал исчерпывающе, просто я могу на одну тему пиздеть бесконечно. Ладно, идем дальше. Вот я сейчас дожил до такого, наконец, состояния, что я начал выстраивать свои приоритеты. Я начал, наконец, понимать, что я хочу, что для меня ок, что для меня не ок. Сколько уже длится запись? Ага, уже час. И, ну ничего, я поговорю здесь, я выражу все, что хотел. Не буду разбивать и все такое. Наконец я начал выражать, понимать, чувствовать. Я со своим РПП порой вообще не ощущал своего тела, и я мог накидываться едой бесконечно. И Лера всегда поражалась, как ты типа не толстеешь, и вот столько жрешь, и просто у тебя как будто там сумка Гермионы. Ну, потому что я не чувствовал, потому что я и эмоции хотел от этого получить. И можно еще медленнее. Вот давай вообще сейчас ляжем просто. Ох. Ну, короче, и наконец-то я это все очучаю. Что тут такое? Оп. Опа. Съел? Давай еще. Оп. Камеру хер развернешь. О, яблочко. Оп. Да, не видно. Он такой огромный, этот персонаж, что... Этот скин. Как в Fortnite скины. Я играл в Fortnite. Это время. Вот с зимних праздников. Никогда не играл в Fortnite. А тут что-то меня затянуло. Особенно меня затянуло. Королевская битва очень жесткая штука. Меня прям трясет от этого всего. Ой, как хорошо, что мы сейчас сюда пришли. Как хорошо, я тебе покажу. Это, короче, кухня. То, что было не показано в фильмах. И здесь очень классно это сделали. Пощекотать грушу. Вот. Ну можно, наконец, мне ее пощекотать. Алло. Какой сегодня вспыльчивый прямо. Необычно меня видеть таким, да? Кажется, что я такой... Как певица Аврора. Я люблю мастурбировать и ходить по лесу.
Ну, не в смысле по лесу мастурбировать, а в смысле вот в одном из интервью она так сказала. Я люблю ходить в лес и мастурбировать. Опять не так звучит. Не в лесу, а в смысле она любит ходить в лес и отдельно писать музыку и вот. Прикольная она, конечно, но непростая. Я же говорю, что в шоу-бизнесе, если будешь милашкой, не выживешь. Не выживешь. Нужно быть финки. Финки-блинки. Какие уши у тебя. Вот. Спасибо. Давай покажу. Это вот как они живут. Это вот их домики. Они уменьшаются и туда вот залезают. У них своя магия эльфийская. Вот. Дальше. Это вот они готовят еду. И она магическим образом появляется над нами. В том зале, где я показывал жрачку. Вот они готовят. И она там появляется. Сегодня что-то другое. Сегодня какие-то сладости. Что это за чебуреки? Клубника. Ну, всякие сладости, короче. Черри пай. Вот. И она там появляется. Мне нравится здесь одна сцена. Если я сейчас найду. Тут нарезает. И типа моет пол. Вот это. О! Вот это круто. Ну, короче, вот этот мясо он делает. Он сам какая-то индейка. Наверное, их едят. Ну, если морских свинок едят, что эльфов не есть? И как это можно было выставить, кстати? Печь. И нельзя установить, да? Вот. Какой злодей. За это должны мне очки уменьшить, да? Сундук. Вообще не заметил. Ну, можно было вот так подсветить. О, еще сундук. Нахрен он не нужен, конечно. Сабля. Ну, просто. Песня, не знаю, буду я ли выпускать, я пока еще сомневаюсь. Я играю, все, что вижу, собираю. Я играю, мир, арена, не проиграю. И там акцент на бас такой лихой. Чего такое? Вот есть песни, есть произведения, а есть песенки. Чего нет, если да? Что ты делаешь? А, это эльф директора. И что ты делаешь? Что ты хочешь сказать? Ладно. Вернитесь к сэру Николасу. Пошли. Ага. Вот. Жаль, нельзя отмотать и посмотреть, о чем я говорил. Ну, ты можешь, я нет пока. Так вот. Я старался говорить с людьми на своем языке. Это ошибка. Это ошибка. Не то, чтобы нужно с каждым говорить на его языке. Ну, например, подарок дарить, то, что тебе нужно, а не человеку. Но это ошибка. Я имею в виду, что по себе судишь, когда. Не надо. Есть определенные вещи, которые вообще не человеком с годами понимаешь, что вот может понравиться определенное. И делаешь это. А вот этого я никогда не видел. По-моему, мы не играли за Гриффиндор, да? Мы играли за Слизерин, вроде. Ну, короче, тут сюжет такой, что один из призраков хочет ощутить вкус еды, но так как они мертвые, это невозможно. И мы принесли ему тухлое мясо, чтобы он хотя бы, ну, хоть как-то, хоть почувствовал этот аромат. И тут будет интересный квест.
сейчас будем его проходить. Такой движовый. Вот. Поэтому надо говорить, ну, совсем уж только на своих референсах и всем остальном не получится, конечно, но... Так, тут должно быть подсвечено. Не подсвечено? Это в доме вообще. Ну ладно, будем просто так называть. Вот. И я думал, что вот как я считаю, как я вижу мир, как он, то, что мне нравится, это априори нравится всем, и что можно, значит, вот она. Он даже двигается. И это ошибка. Ну, не то чтобы ошибка, просто когда жестко тут съел, понимаешь, что да, это как раз ошибка. Потому что сам себя подверг такому. Дальше. Про дружбу и родственность я уже говорил. Про то, что не всех надо пускать близко, тоже говорил. И парасоциально, дистанционно, по-приятельски, гигиенично это норма для некоторых, если они не понимают, как они могут корежить. И впускать под кожу это было, да, вот ошибкой. Это вообще может быть очень опасно. Говорю как человек, который формировался не с тем, ну как бы наставником, который корежил меня. Что в итоге я понял? Невозможно расширяться, расти, когда тебя сжимают и топчут. Мы сказали не топтать, он топчет. Мы сказали не топтать, он топчет. На сжатии не будет развития, на сжатии не получится... Все. Вот такой квест. Ну, когда не подсвечивается, сложновато. Вот зачем держать, почему я не могу идти? О, помню его. Че, у него голова отдельно, он же... они тут все, у них клуб безголовых. А безголового Ника не впускают, потому что он почти безголовый. Неприятная тут такая эмоция, что мы старались, и все равно они его не пустили. Короче. Не надо давать власть и считать авторитетом тех, кто обидчив, склочен, завистлив, меркантилен и, как следствие, жесток. А это такая моя ошибка. Bitch. Просто. Bitch. Просто. Это огромная ошибка, которую я годами... А что это такое красивое? Грибы. Красивые. Это лучок. Можно было и почаще посадить, чё так редко. Я знаю, как надо, я вас научил. Турнепс, наверное, потому что не похоже на свеклу. Это, наверное, помидоры. Почему не подсвечиваются? Что-то могу с ними сделать? Так, надо отсюда валить, пока мне по шее не дали. Вернитесь в Гекат. Так что я не жертва, не будет этого. Я не хочу больше жалеть себя. Я просто делаю, как мне надо. Все. Без исключений. Без исключений. Совершенно точно. Мы теперь идем выполнять это задание. Давай. Карта мира. Точно тут я помню. Вот. И я готов за это нести ответственность. Понравится тебе, не понравятся мои вот песни, которые я делаю прям сам. Вот Суккуб энд Куб, Муриель, это вот песни, которые... Вода, что еще я опубликовал? Стресс. Где ты? Вот в закрытой группе можно послушать полностью. Это прям вот я. Я ни с кем тут не советуюсь,
Не спрашиваю, как правильно, неправильно, не пытаюсь кому-то угодить. Я делаю, как я чувствую. Как вот я ее написал. Без препарирования, без разбора на филе и всякие вот эти вот мясные части. О, вот этот кусочек мы берем. Аж до мурашек. Это уже не я. Это ошметки меня. Это уже такой гуляшек. Из филешки. Туда ли? Да, туда. Вот. Поэтому быть хорошим, стараться угодить, порадовать, увлечь. Нет. 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 Ну, это мне свойственно, я people pleaser, мне все равно нужно, чтобы человеку со мной было комфортно. Ну, куда без этого, конечно. И я сам это ценю, когда для меня вот стараются меня порадовать как-то. Если что-то непонятно, не объясняюсь. Ну, это, конечно, я прям жестко говорю, а на самом деле, ну, объяснюсь. Мы уже делаем, да? Ну, я пришел. Понял. Конечно же, ух ты. Они были ночью, дончики. Но не буду прям рассыпаться и прям рвать на себе, ну прям до пролапса жопу, прям Какие у меня примеры. Что-то висит, да? Что-то сломалось. Это знак, что нужно завершать серию. Но я хочу выразить все, что я хотел сказать. Ну, ты будешь работать? Задачу профессора Гекат. Тут успокоение Галкард. Ну это и есть задача. Гекат 2. И тут Экспеллярмус, и тут Экспеллярмус. Надо сначала Гекат. А потом Галкарда. Наверное, так. Поэтому тут и не срабатывает. Хочется верить, надеюсь, оно не залагало. Клонитесь от врагов, используя кувырок. Используйте инсендио против врагов. Инсендио. Не позволяю, поэтому объясняюсь, конечно, но не так, что как раньше, что я мог часовые голосовухи записывать, чтобы человек меня понял. И самое главное, что бывает так, что намеренно делает вид, что не понимает. Вау. Это я, конечно, просто обожаю. Откуда у меня метла в начале игры? Поэтому я еще не позволяю навесить себе вину, стыд, страх, потому что незачем. А как урок сделать? Я долго в этом жил, и если хочется мной поуправлять через это, не получится. Я себя сам определил, я неплохой человек, я ничего не сделал предосудительного, чтобы испытывать вот эту вязкую эмоцию вины, стыда и прочего всего вот этого самого вкусного, что только есть в жизни. Я не хочу болеть и переживать вот по этим причинам. Достаточно. Я много лет жил в этом. Я знаю, что это такое. И совершенно точно я продолжать такую динамику не хочу. Не нравятся не мои проблемы. Поэтому я себя стараюсь теперь отстаивать. Мне понравилось. Девушка моего друга. Ну, я пошутил, что типа, а почему он пришел после дня рождения голодным? Нет, не так. Почему вы провели типа весь день? Мы просто вечером собирались позаниматься творчеством. И на что
девушка моего друга сказала, он может себя сам отстоять, если что. И типа, ну, мягко было сказано, типа, собой занимайся и не лезь, типа, в нашу динамику. Да я не думал лезть и не думал критиковать. Просто пытался как-то подкатить, познакомиться, раз уж уже отношения у них так долго. Это была моя ошибка. Она себя проявила раз, она себя проявила два, когда я потом, ну, думаю, я знаю манипуляции женские, и думаю, ну, наверняка там обидка, и через обидку там начинается какое-то управление. Ей с меня ничего не поиметь, но просто что... Думаю, ну, извинюсь, от меня не отвалится ничего, пусть. И оказалось, что да. Ну, получилось, типа, необычно, как-то так, нестандартно. Я думаю, окей, бан. Мы общаться... Какой-то сочный цвет. Мы общаться больше не будем. И это было хорошее решение. Теперь она не видит ни моей истории, ничего. Пусть не видит. Лишний раз триггерить, и чтобы ко мне ревновать своего молодого человека. Да. Женские мозги порой поражают. Это совершенно другой мир. Но тема, она интересна, поэтому противоположности притягиваются мужчина к женщине. Что вот... Ни за что не подумаешь, как видел ролик. Что я могу дать мужчине? Коллекцию ракушек 96-го года. Неожиданные вопросы. Интересные вопросы в неожиданный момент. И прочее, прочее. Бесплатные лекции о том, как надо. Поэтому мы любим женщин, что они вот такие необычные. Вот, по сравнению с мышлением мужчины. Так что, чё? Не терплю манипуляции, переобувание и странную заботу. Я готов расставаться с теми, во время или после общения с которыми меня начинает корёжить. Вот хороший маркер, сейчас вот поделюсь просто инсайтом, который он на поверхности. Но почему-то я его обесценивал. Эксперимус. Тело никогда не соврет. Тело – самый яркий маркер, который только может быть. Тело всегда сигнализирует о том, что если что-то не так. Всегда. Всегда. Поэтому к своему телу всегда нужно прислушиваться. Если чувствуешь, что как-то что-то некомфортно, как-то что-то... прислушивайся к этому. Это самый яркий маркер, который только может быть. Так, запись идет. Запись идет, все хорошо. А то я тут так душу изливаю, и если оно перестанет работать, я, конечно, расстроюсь очень сильно. Так. Пойдет. Вот. И... это любой маг, любой психолог, любой вот кто куда идет в саморазвитии, всегда скажут о том, что это очень важно. Прислушиваться к телу максимально важно. А я всегда думаю, да нет, ну надо перетерпеть, надо как-то что-то, и в итоге, да. И в итоге я болею, и в итоге меня скручивает так, что ничему не рад. Поэтому вот это очень важный маркер. Интуиция, не интуиция, тело не обманет. Тело мы чувствуем всегда. Есть люди, которые не чувствуют тело, типа как я, когда я в какой-то мысли, я в какой-то эмоции варюсь, и я... пытаюсь этой едой начиниться, потому что... что-то с этим квестом не так. Потому что пытаюсь получить какую-то эмоцию. Так что... это очень важно. На тело важно реагировать. Очень-очень-очень-очень важно. Очень.
Я теперь себя слышу всегда. Если мне подсказывает тело, что что-то тут как-то... Я всегда реагирую. Часто у меня идет волна по ногам. Я прям сразу... О, меня выбили. Угу. Нехорошо, мне это не нравится. О, сейчас заработало, ну надо же. Это очень важно. Поэтому оно того не стоит. Если с человеком тебя корежат, ну, конечно, если есть что-то общее, какое-то дело, невозможно просто «О, я выбираю себя, пока». Придется как-то взаимодействовать, нужно учиться взаимодействовать, но выдерживать тайминги, не насиловать себя с... Ну и какие? Сверх какой-то вот нормы, которую сам себе определяешь. Это очень важно. И сразу становится понятно. Помнишь про лейбл? Или про кухню я рассказывал? Напомню. Я хотел попасть на лейбл Союз Мьюзик. И мне дали все контакты, я написал этому парню. И он составил нам договор. Мы уже все свои данные дали. И, значит, думаю, все круто, все классно. Чего? Сюда. Потом я читаю договор. И там было сказано, что, ну, грубо говоря, вот своими словами, песни принадлежат ему, и я могу их только исполнять, все любые телодвижения, которые только возможны, через него. Ну, такое. Я не написал песню, я не владею ей. Я тут так мимо проходил, можно я тут спою как бы? И когда он прислал этот договор, сразу же, моментально он написал: так, давайте быстрее, мое время не занимайте. И если да, то да, если нет, то нет. Я даже вчитываться особо не стал, я написал: ну, если такое давление, если вот такая манипуляция идет, то сразу нет. Он меня тут же удалил из друзей ВКонтакте, мы ВКонтакте переписывались, и все сразу стало понятно. Ни секунды не жалею. Любые плюшки, которые мне только были бы от лейбла, во-первых, какие, если ты ноунейм, лучше быть DIY артистом и самому через агрегаторов публиковаться. Я вот сейчас нашел другого агрегатора с этим вот, с которым публиковали все предыдущие треки, которые сейчас на Яндекс.Музыке. Не хочу ничего плохого сказать, но и хорошего мне сказать мало. Поэтому я понял, я не ругался, я просто понял, что это не мое. Пусть они висят, я попробую с другим. И как же сочно это все, как классно. Просто я играл в Hogwarts Legacy, как оно было, и там очень много дымки. Это очень на глаза давит. В этом есть магия, вот такая дымка, она везде. Ну, не такого цвета, а вообще. Это типа вот атмосфера. Но лучше, когда вот так четко. И ни секунды не жалею, что так получилось. Другая история, другой пример. Когда мы делали кухню, очень было интересное общение с этим вот главным дядей, который, ну, у него эта фирма, у него все эти рабочие, и он занимается оформлением документов, подбором всех вот этих оттенков, всего остального. И текстуры, все это, дизайн. И общение было максимально неприятным. Уже можно было уйти, он не единственный в Курске делает кухню. Но в моей семье было многое нормализовано, и поэтому я всегда переступал через себя, всегда шел все равно, потому что я знал, что мне нужно сделать. Вопреки, я, значит, выполню задачу. Ну, раз я приехал, ну я же устану, я же шел сюда. Ну, зачем я буду еще кого-то искать, когда можно сделать сейчас? Надо было уйти. Сделали, конечно, кухню, доволен кухней, все круто. Но мы в договоре видели моментики, которые нам не нравились. Мы общались с адвокатом, который нам помог это все сделать. Было очень много агрессии от этого дяди, который кухнями занимается. И в итоге на свою голову мы подписали этот контракт. Мы пошли на все это. Очень долго был ремонт, и ну, теперь можно, наверное, не использовать это, я теперь буду вот так.
все-таки сделали нам кухню без всяких каких-то нюансов, все прекрасно, все великолепно. Просто повезло, что они профессионалы. Спасибо на это. Вот почему-то у нас такой менталитет, не знаю, только ли в Курске, что если ты профессионал, ты знаешь, как это делать. Например, ко мне приходит кондиционер, человек делать, специалист, и как же он неприятно общается, как же он просто вот унизительно всегда подбирает все эти формулировки. И однажды мы с ним перешли на «ты». И я говорю: слушайте, ну, может, можно как-то тон изменить? Я говорю: я тут не мальчик какой-то, ну, просто для битья. Ну, можно как-то по-человечески общаться. И он оттаял. Он по-другому начал со мной общаться. И мне это понравилось. То есть порой лучше сказать прямо ротиком, чем намекать или терпеть. Это очень важно. Ой, как это утомительно. У меня тут где-то меню читов. Ага, это не то. F9. Нет. Ну все, закрой. F9, F5. Нет. Какая же там кнопка F10? Ага, спасибо. Ладно, я вспомню, как это. Z. Как выйти теперь отсюда? Блин. Спасибо. F10. Нет, не F10. F9. F5. Ну закройся, пожалуйста. Хорошо, они просто вокруг меня ходят. Уже бы задамажили, если был другой уровень сложности. Как тебя выключить? Ну я ж как-то сейчас смог тебя выключить. Спасибо. Все, не полез туда. Я потом найду сочетание клавиш, как открыть 4. Я хотел one kill включить, чтобы не спамить заклинаниями, а с одного удара. Вот. И... он начал ко мне как-то вот относиться по-человечески. Не понимаю, зачем вот эта вот была маска непонятная, неприятная. Но... Так что мы теперь на «ты». О, это у тебя кабина, что-то типа рэпер. Я говорю: нет. Но показывать не буду. Я много раз в эту ситуацию попадал, показывал свои произведения. И вайб, конечно, очень специфичный. Повисал в воздухе. Поэтому я не буду ничего показывать. Ну, занимаюсь, да, вот записываю. Вот моя пыточная. Только пытаю там я себя. И... Так, я помню, что тут делать нечего. Лучше пойти сразу. Ну как, там есть чемоданы, все это понятно. Просто я знаю, что это такое, а лучше выйти отсюда. Ага. Пока вас не задамажишь, нельзя будет прицелиться. Где трипсы? Где-то вот там. Вот. Так и здесь. Непонятно, зачем вот это было. Можно было просто тоже по-человечески. А можно как-то... Ну, я у вас тут покушать не прошу. Ну, мы ничего не делим. Можно как-то нормально общаться без вот этого какого-то. Я еще ненавижу в людях пафос. Вот это терпеть не могу. Я быстро отмораживаюсь, я быстро ухожу из ситуации, если я вижу, что начинается. И большая разница между тем, что человек, ну, как бы голубых кровей, и тем, что он действительно аристократ. Большая разница, огромная разница, гигантская разница. Может быть, человек с большими деньгами, но такая, господи, шелупонь,
что просто смотришь и думаешь: да. Порой люди хуй на блюде. И это правда. Чё умасливаете, чё выдумывать, что «О, я люблю весь мир, я всех принимаю», и туда-сюда, пятое-десятое. Нет, мне такой образ не подходит. Я честно скажу, что если пиздец, то это пиздец. Так что вот про лейбл, вот про кухню. Надо вовремя уйти. Надо вовремя понять. И не насиловать себя. В этом смысла никакого нет. Если это близкие отношения, можно попробовать договориться, можно попробовать решить это, проработать вместе, если важны эти отношения, если можно... Ух ты, мне уровень дали. Все же 9, надо себя читами прокачать, быстро уровень. Вот, незачем терпеть, незачем страдать, незачем вот это вот все, это вся жертвенность ебаная. Сейчас выглядит огромный паук. Я всегда все это чувствовал. Вот эту пассивную агрессию я очень тонко чувствую. И я всегда ее чувствовал. Просто что-то во мне не давало реагировать. Надо быть удобным, надо не создавать дискомфорта, надо быть хорошим, надо быть воспитанным. Но когда ты слишком лапочка, слишком милый, про сталкеринг я рассказывал, вылезают вот такие вещи. Когда человек уже не знает ни границ, ни каких-либо приличий и прочего. Я также говорил, чтобы не создавалось впечатление, что я образ морали, как мне Олег писал, подписчик, или Игорь. О том, что образ морали, что не соситесь, не ебитесь, не туда-сюда. Я говорил, что я не против получить нюцы. Вообще не против. Нормально к этому отнесусь. У меня есть подписчик, я нашел его в Грустнограмме. Евгений, привет. И я случайно попал на его страничку закрытую, где у него обнаженка. И там очень откровенные кадры, прям вот некоторые супер провокационные, супер такие вот прям. И я не стал отписываться, я думаю, человек вот так выражается, значит, и вот так оно бывает. Чё теперь? Мне ему вину навешивать, мне его высмеивать, мне заставить его почувствовать себя как-то некомфортно или что? Мне в этом абсолютно комфортно. Поэтому для него и было как раз вау-моментом, что я его не отверг. Но а зачем? Я за то, чтобы человек не причинял никому вреда. Если человек никого не растлевает, не обижает, не убивает и прочее вот это вот все, пусть занимается чем хочет. Ебитесь как хотите, что называется. Поэтому вот это я хотел сказать, что незачем совершенно свое мировоззрение навязывать. Мир не должен быть таким, как я его себе представляю. Хотелось бы, конечно, но я встречал людей, которые живут вот этой вот аксиомой, что только так, как они себя представляют. Несчастные. Мама моего близкого человека просто несчастный человек. Вот она как раз образец морали, она как раз душит себя вот этой моралью. Она себя потеряла в этой морали, в этих правилах, в этих рамках самовозведенных. Она жутко несчастна, она очень агрессивно реагирует на все, что ей не нравится, все, что выходит за пределы ее мировоззрения, вкусов и всего остального. Очень жестко она реагирует на это все. Хотя, казалось бы, да отпусти ты этот контроль, да дай ты людям жить, как им нравится, дай им ебаться, как хочется, дай им выражаться, как хочется, слушать музыку такую, какую они хотят.
Незачем вот это вот иметь. Контроль. Не понимаю этого. Но во мне были такие тенденции. Я в личном общении мог душить. Включалась какая-то мамка, папка, и я начинал учить. Но это моя забота, потому что я другого не видел в своей семье. И мне, например, Галя, фотограф, с которой столько лет мы творим, сказала такую вещь, что да, даже порой не хотелось не приходить, потому что сейчас Женя начнет вот это вот нравоучение. Поэтому я очень это в себе, не то чтобы прорабатывал, чтобы стать лучше и все остальное. Я хотел от этого освободиться. Это ж меня очень высасывало. Какой смысл? Мне бы со своей жизнью разобраться, чем кого-то учить. Ладно, идем дальше. Многое в семье было нормализовано из того, что нельзя нормализовывать. Вот и выработались эти регуляторы во мне. Не выражаться, не отсвечивать, быть тише, быть неудобным. Не позволять себе быть неудобным. А порой иначе не отстоять себя. Ну и так вот эта фраза, что отстаивать себя, про эту девушка рассказала, моего друга. Я всегда думал, что в личных отношениях себя отстаивать не надо. Что позаботишься, спросишь, голодный ли ты. А тут нужно себя отстаивать. Но он мне говорит, что, скорее всего, это все загнется, потому что, у нее свои интересы. А он такой мягкий человек, что он все готов отдать, он все это делает для нее. Ценит ли она — вопрос. Постоянные упреки, постоянные какие-то. Но я не лезу в динамику, но он со мной делится. Поэтому вот, и такое бывает. Так что я могу себе позволить быть неудобным, быть неприятным порой, потому что если начинается притеснение моей безопасности, моих взглядов и всего остального, я этого не потерплю. Я этого точно терпеть не готов. Я терпилой был долго, я не готов поощрять, когда меня корежат. Точно, совершенно точно. Во мне этот стержень появился. Его во мне не было. Он был каких-то я иногда мог что-то выражать, какие-то рефлексы. Но я точно понял, что теперь точно я ощущаю вот это в себе. Когда допекли человека, он даже драться готов. Вот это у меня вот такое ощущение. Так что я вот это все нарабатываю. К 32, годам. Люди в 23 понимают такие вещи, а я настолько в этом гипнозе жил. Вот. Плохой день, но меня это как должно касаться? Вот беруши в Доктор Хэдди я не рассказывал. Почему я не ушел? Еще один пример. Я пришел в Доктор Хэд в Москве, мне нужно было... Это я потом буду разбираться. Это я куда-то не туда пошел. Покиньте зал картографии. Почему я не ушел? Мы с Галей были вместе, и общение было очень неприятное. К одному консультанту подошел милашка. Карту мне дал. Я же много покупал за все эти годы. Дал скидочную карту большую. И, все круто. К этому подошел. Я задаю вопрос, однозначный ответ. Я раньше на себя это принимал, что вот я не понравился. С чего б я, нравился? Зачем? Потом говорю, ладно, мне нужно беруши, надо сделать слепки, куда пройти, туда-сюда. Он меня повел. И я краем глаза вижу, иду за ним, что ему написывает его девушка в телефоне, мессенджере, и там сообщение, что-то ей не нравится, что-то, какие-то обиды, и он прям я понял, из-за этого злой. Меня это как касается? Никак. Тут вопрос интеллекта, тут вопрос опыта, вопрос ресурса. Бывает, даже человеку не нужно быть каким-то семипядей во лбу, но просто нужно иметь ресурс на то, чтобы как-то реагировать на мир. Может быть, он просто заебанный, уставший, плохо спал, и хоть как-то этот день дожить. А тут еще я, вопросы задаю.
Но я все равно задавал вопросы, мне нужно было получить информацию, почему мои мониторы ушные такие болючие, почему они такие твердые. Оказывается, существует два вида мониторов. Вот эти вот плотные и другие, которые мягенькие. Эти мягенькие, вот эти насадки можно менять, так как ухо с каждые 3 года оно меняется, форма. Мои беруши уже раздолбались, и мне нужны были новые беруши. Так и с этими, просто эти насадки менять. А я, к сожалению, сделал акриловые, вспомнил слова. Заказал тогда. Да, прикольно было как тест, но скорее всего я себе другие мониторы возьму. Ну и пока непонятно, нужны ли они вообще мне в принципе. Поэтому опять я что-то ускорился как-то, заэлектризовался. Потому что очень эмоциональная, заряженная тема. И я уже подустал. Вот. Двухчасовой ролик получается. Я вот это хотел сказать, поделиться. Мне нужно было уйти, конечно, но я думаю, ладно, в пизду, мне нужны эти беруши. И там, в этой комнатке, где мне делали слепки, на экране все было рассказано про эти два вида мониторов ушных. И я оттуда информации понял гораздо больше, чем из того, что он не говорил. И самое главное, что я спрашиваю и чувствую себя просто дурачком. Я спрашиваю еще раз, по сути, то же самое, немножко с другого ракурса. И он типа... Ну я правда не могу понять, когда мне... Все. Какого числа прийти? 15-го. Иди что, блядь, нахуй. Ладно, беруши заказал. С деком их мне в Курск отправили. Ладно, ну вот такая у меня история с этими берушами. Так что надо уметь уйти. С плохого фильма. Вот я на днях смотрел... досматривал вторую часть «Злая», ну, с Арианой Гранде, который фильм. Это пиздец какой-то. Красиво, все круто, но это так тяжело было смотреть. Я не знаю почему, я вообще мюзиклы нормально к ним отношусь. Странный проект, так тяжело воспринимается. Так вот, первый еще как-то, и то... Ну, мне просто нужно было как-то себя занять, я был в поездке, думаю, ладно, посмотрю. А этот я просто раз выключал, два выключал, потом думаю, ладно, я досмотрю. Слишком много про него говорят, слишком изменились актрисы за период съемки. Очень нездоровый у них вид стал. И думаю, я досмотрю. Досмотрел. Я бы вполне прожил без этого фильма, честно. Все круто, все классно, музыка просто обалдеть, вокальное исполнение охуеть просто. Но что-то какой-то не мой совершенно проект, вообще не мой. Так что вот, я бы ничего не потерял, лучше жить в танке, чем насиловать себя. Но свои плюсики нашел в этом фильме, так что не жалею. Вот. Короче, как говорится, чем больше общаешься с людьми, тем больше любишь животных. У меня, честно говоря, все ленты в социальных сетях как раз про животных. Мне нравится их наблюдать, но себе бы не хотел. У меня были кошки, собака быстро исчезла, попугайчик, хомяк, рыбки. Что еще у меня было, уже не помню. Кошки в основном. И... попугайчики прикольные, очень музыкальные. Я столько роликов вижу с ними, просто обожаю. Вот. У кроликов, оказывается, охуеть какой характер. Я всегда думал, они милашки такие. Просто пушистик. У них там характер, да и боже. Собаки. Я их очень не любил много лет, но понял, в чем их фишка. Верные, добрые, умные. Не все. Но. Меня особенно прикалывают маленькие собачки. Интеллекта 0. Вот просто. Такие. Что-то там пытается. Даже не... Это не лай, а какой-то вот кишками какой-то. Вот, рыбки. Оказывается, рыбки могут быть ласковыми. Такие в сети есть ролики. Они прям вокруг руки, им руку опускаешь, они прям...
вообще разрыв шаблона для меня. Ну и т.д. и т.п. Вот. Про поводу песен, по поводу ребрендинга. Я все об этом говорил. Это к чему я прихожу вот прям вот изнутри. Но теперь по поводу ребрендинга. Я теперь выпускаюсь под Лунатика Женю. Не просто Женю, а Лунатика Женю. Это очень важно. И это для меня такой этап. Я подчеркиваю, что здесь только я. И весь продакшн от и до полностью я. В этом смысле. Коллабиться я могу на той страничке, а здесь я вот. Не в смысле, что у меня новый телеграм-канал появится, не в смысле, что что-то еще. На стриминговых сервисах будет отдельная страничка Лунатика Женя. Не Женю, а Лунатика Женя. Вот. Я делаю песни не лишь для себя, и поэтому те, кто появляются, слушает их. Это же магия. Для меня это очень важно. Куда я полетел? Вот. И это мой язык. Я так с тобой коннектюсь. Это мой способ смотреть на мир, моя призма. И, кстати, долгое время я разговаривал довольно высоко и зажато. И я стеснялся своего голоса. Но научился говорить ниже. Заставлял себя, воспитывал. Это тоже для меня большое достижение. Вот когда переехал в Курск в первые годы, я начал, где-то не на первый, на четвертый, может, год, я начал учиться говорить ниже. Потому что, это просто странно ощущалось, и доказано, что доверяешь гораздо больше человеку, который говорит ниже. То есть это опора, это уверенность в себе. Big Dick Energy. Вот. Что за звук? Вот. Но все равно считаю, что мой голос, он создан для музыки. Все равно, как ни крути, я воспринимаю его как арт-объект, и он у меня специфичный. Поэтому вот как однажды сказала Галя, это все в тему одного. Вот смотришь на тебя и как бы, приятный молодой человек, и все, как бы сколько таких, да? А через камеру сразу видно, что, необычный, интересный, сразу проявляется какая-то вот глубина. Поэтому вот сила арта, ее нельзя недооценивать. Я вот сейчас тут свет выставил, вот это все освещение, потому что я хочу создать настроение, потому что я хочу выразить то, что я хочу выразить. И это очень классно, я очень люблю творчество. Также и в музыке. Я считаю, что песнями можно сказать больше, чем вот я просто сейчас сижу и... Вот. Это трёп. Моя истинная коммуникация, она через музыку, движение, тактильность, запахи, интуицию, рефлексы, инстинкты. Это вот я. Поэтому я хочу, чтобы музыка ощущалась тактильно, чтобы у нее был запах. Поэтому вот невозможно это сделать просто, чтобы оно было как-то вот постольку-поскольку. Вот. В своих песнях я исследую интересующие меня темы, которые мне интересны. Не кому-то, вот, например, убедить Федю, Лёшу, чтобы они взялись за продакшн. Да я сделаю сам. Я и Русалка, и Муриэль, и Суккуб & Куб, и какие-то еще влажные темы. Мне это важно. Я такой. Фэнтези, космос. Сон, это вот сквозная тема через все песни проходит. Что луна, сон, лунатик, это все вот красной ниточкой. И утешение. Утешение. И не такое утешение, что ой, альбом Адель, вот она плачет весь альбом. Похудела, похорошела, подпиталась от людей. Ушла в затворничество, ушла в закат. Красотка, чисто ведьминский подход. Во. Я хочу, чтобы музыка была легкой, чтобы она стимулирующей была, чтобы можно было и потанцевать, чтобы было понятно, что под нее делать. Кто-то хочет поразмыслить, кто-то хочет потанцевать, кто-то куда-то едет, ему нужна какая-то стимуляция, себя как-то занять. Я хочу создавать вот такую свежую, хорошую музыку, а не такую, что... А что здесь делать вообще? А как? А что можно... Как вообще реагировать? Поэтому вот чё, утешение.
Я знаю, что во мне есть такая энергия, она вдохновляет, она утешает, она мотивирует. Хочется просто жить. Вот я знаю, что я такой. Нет, ну что ты выдумываешь, ты не такой. Я наслушался этого, я знаю, что я такой. И я не придумываю, что я такой. Я действительно такой, я знаю, что я такой. Поэтому я способен утешить. Я способен вдохновить, отвлечь и создать какой-то вот свой мирок. Мне Галя хорошую вещь сказала, что вот когда я начал записывать эти ролики игровые, здесь как раз вот проявляется моя вот эта сила, что я вот сижу со своей игрушечкой, я сижу вот в этом свете, я показываю то, что сейчас людям нужно, вот эта человечность. Я своим примером показываю... Будет что-то? Что... Что, зависло? Что? Что это было впервые такое? Я своим примером показываю, что нужно беречь свое пространство, нужно его создавать и не давать его обесценивать, не давать его разрушать. Вот о чем оказывается философия моего проекта. Оказывается, что я не человек-образ, не человек-пример, ролевая модель и все остальное. Я вот такой. Я не селеба, я не какой-то там... Кто еще, не знаю, каким словом назвать. Я вот музыкант, который показывает свое творчество. Я веду блог, я делюсь своими вот этими переживаниями, эмоциями, своей философией. Вот это я. А мы настолько вот это все обсуждали, что посты не нужны, стримы скучные и прочее, прочее, прочее. А как тогда коммуницировать? Это все очень важно. Поэтому вот я, наконец, выражаюсь, как я хочу, как мне важно, как я умею. У тебя какая-то речь не такая. Какая, блядь, есть? Какая есть? Это я. Я не могу из себя Толстого. Какого-то там еще смех такой наигранный. Я буду самими... Мы будем самими собими. Так что я не хочу делать из проекта какой-то рафинат. Я хочу... Ну, понятно, что нужен псевдоним. Понятно, что нужна какая-то вот игра вот такая. Но это я. Это от и до я. Это гротескный я. Это более чистенький я. Вот я же сейчас старался, для тебя делал все вот это, все свои художества. И потому что это моя природа. Я вот такой. Так что вот о чем мой проект, о чем моя музыка, философия и вообще смысл моей жизни. Потому что вот как бы это ни звучало там узколобо или еще как-то, я живу этим. Большая часть моей жизни, она в этом. Я не могу не открыть проект, я не могу не порепетировать, я не могу не пописать что-то, поизучать что-то на эту тему. Вот даже когда нет абсолютно никаких ресурсов, я просто лежу в направлении к этому. Я что-то в заметках пишу, я бесконечно в этом вращаюсь. Это моя природа, я родился таким. И я в себе это раскрыл, я в себе это проявляю. Я такой, я артист от вот до последней клеточки. Я такой, я художник, я делаю это через голос. Я хорошо, что не пошел куда-то учиться, какое-то все это. Я эксперт для себя. В сравнении, да, можно сказать, что вот ты не знаешь этого, ты там... Для себя я эксперт, для себя я специалист. Поэтому я впитывал все, что нужно мне. Не кому-то для какой-то корочки, для какого-то статуса. То, что нужно мне. И все, что вот эту колоду, которую я себе делал, колоду карт, если представить, я могу карту нужную достать, когда мне нужно. Поэтому я горжусь, что провел годы вот так, что страдал, что искал, что действительно старался найти свой звук, свой голос, свой формат. И теперь я учусь относиться к творчеству проще. Не каждая песня должна быть шедевром, прям, на которой
надо оркестр перекладывать. Не выебывать себя в процессе, а кайфовать и сохранять живой интерес. Не ждать, что нужно еще вот что-то особое, сделать базу. Если работает, выпускать. Все. Все. Я не смогу, конечно, делать просто пиано, просто гитару, просто там что-то. Всегда будет аранжировка. Мне так интересно, я так слышу. И всегда будут слои вокальные, потому что так работает мой голос. Не распыляться на немыслимое промо, только теплота и естественность, никакого безжизненного рафинада. Я не хочу снимать клипы. Я не хочу делать что-то, какие-то сложные продакшены и в каждом кадре появляться в новом костюме и всегда стараться что-то новое дать, красить волосы в разный цвет, линзы вставлять и пайетки, и серьги, и все остальное. Я буду собой. В тех рубашках, которые я ношу в повседневной жизни. Немножко более лохматеньким и все такое. Но вот. Так что теперь про ребрендинг подведу итог. Я все делаю сам. Те песни, которые я могу сделать сам. Если Федя хочет что-то делать, он делает. Если Лёша хочет, он делает. Я не против. Но они публикуют у себя от своего имени. Я здесь как фит. Это коллаборация. Я себя не определяю через эту версию. Я себя определяю только через те версии, которые я делаю сам. Все. После 15 лет подвешенного состояния, срачей и скореживаний, теперь, если я что-то делаю не один, как я сказал, это коллаборация. А все, что я делаю исключительно сам, это вот отдельно. Это то, через что я себя определяю. Это то, что совершенно точно вот прям вот я. То есть я плавно к этому шел, и это естественное развитие формата. Женю это коллабы с Лешей, с Федей. С Лешей точно, а с Федей вот посмотрим. Если мы не поладим, ну, значит не будет. Я легко от этого откажусь, я уже готов. Я ничего здесь не потеряю, абсолютно. Так что получится, это полностью его инициатива. Не хочет делать, не нужно. Хочет, пожалуйста. Я ничего больше просить не буду, я не буду как-то убеждать, я не буду стараться столько денег, столько сил вложить, например, в этот клип туда, а потом получать бесконечные... Ладно, я не буду даже об этом, не надо выносить из избы. Вот. Так что Лунатик и Женя это то, что делаю я. Да, Лунатик. Ой, как странно, ты себя хочешь определять как какой-то психбольной? Я Лунатик. Я родился таким, я буду таким. Ничего это не изменить. Это не изменить во мне. Значит, это моя сила. Значит, я так чувствую. И мне тут вообще не интересно, что тут я делаю не так. Все так. Не баг, а фича. Я делаю все так. Я так задумал, я так чувствую. И мне не нужно говорить, что чего-то здесь недостаточно, что-то не так. Идеи, пожалуйста. То есть мой главный аргумент в комментариях в плане вот такой типа критики, скорее предложений. Если не можешь помочь, не мешай. Ну то есть, если ты напишешь, обосрешь меня, то, что я сделал, ты только помешаешь. Ты лучше ничего этим не добьешься. Ты просто можешь испортить мне настроение, но если у тебя такая цель, если тебе нужно вот так подпитаться, это другой, конечно, разговор. А если все-таки есть какая-то ко мне эмпатия, симпатия, не нужно срать. Честно, не нужно срать. Я стараюсь дать красоту, я стараюсь стараюсь сделать это качественно. Я бы так не старался, если бы я делал просто для себя. Я бы ходил в ванной пел, там по жизни что-то напевал. Так я же делаю продакшн. Я хочу сделать из этого такой вот артефакт, и чтобы была возможность жить с этим. Я же делюсь этим. Вот прикольная фраза, типа, чё ты там, чё он тебя хуй типа показал? Я говорю, да лучше б хуй, гораздо проще. Говорю, он мне показал песни, мелодии, которые никому не показывал. А вот это пустить под кожу не каждый сможет. Это еще яйца надо иметь. И вот это трогает, вот это смело, вот это как раз
Это гораздо интереснее, чем увидеть нюцы. Поэтому анатомией никого не удивишь. Особенно, как я говорил, ну вон, откройте порнохаб. И этот Олег сказал, вот типа козел. Чё сразу козел? Ну просто я к сексуальности как-то подходил, ну, своеобразно. И я сейчас пишу, наконец, песни на эту тему. И делаю это со вкусом, а не просто там как-то высраться. Все так витиевато, интересно. Поэтому не терпится поделиться такой своей частью. Я потихонечку, понемножку выражаю своими постами, своими фотками это. Но еще вот в песне, потому что толку об этом говорить, это нужно показать, это нужно сделать произведение, чтобы оно было, ну, действительно, уже есть хочу. Вот такое, что вау. Поэтому вот. Все тут так, как хочу, как я вижу, как чувствую, как я выражаю. Поэтому вот такие ролики, в том числе, для того, чтобы плавно подвести вот к этому настоящему, чтобы уже было представление, что, какое у меня мировоззрение, мироощущение и прочее. Так что я надеюсь, что ты поддержишь меня, что то, что я делаю, понравится. Конечно, если не нравится, ничего тут не сделаешь, что пинать вялого. Но я верю, что понравится, потому что эта музыка как раз, она ощущается просто. Она как раз ощущается легко, танцевально, душевно, и ты четко понимаешь, что под нее нужно делать, а не, ну, послушали вот твое исполнение, ну, как бы молодец, не спился, не скурился, не скололся, там, все такое. Надоело. Эти коллаборации, они пусть будут коллаборациями. А тут я буду делать то, что вот полетное, динамичное, классное, легкое. Даже если моментами примитивное, мне срать. Мне честно срать, потому что я так чувствую. И если что-то как-то слишком просто, слишком напрямую, потому что я так решил, потому что я не хочу переусложнять. Так, все, надо заканчивать. Вот. Поэтому я об этом хотел сказать. Я вот завершаю то, что я хотел сказать. И то, что мы делали, это был не совсем я. Анализировалось, без наркоза препарировалось, я это уже говорил. Результат, ну, через кучу призм, через кучу каких-то... Я заметил, что у Лёши и у Феди подход к музыке очень математичный. Они хотят флексить, они хотят сделать что-то очень сложное, витиеватое. И им простые решения не интересны. И поэтому порой оно скатывается в ощущение, что... А что под это делать? Что это за музыка? Что как будто бы нет души, нет жизни в ней. Но они развиваются, я вижу, что у них получается гораздо лучше, и я поддерживаю, пожалуйста. Но теперь я себя через это не определяю. Это была большая моя проблема. Мне было очень тяжело. Я всегда в моменте хотел допеть, как-то доисполнять. Когда показывал кому-то или публиковал, я переживал. А сейчас то, что я делаю, я в этом уверен. Это полностью я. Не обязательно я должен понравиться, я понимаю. Но я в этом искренен. А вот как раз в театре, например, что у людей отзывается? История? Да. Но больше всего, если ты проживаешь это, и ты честно выражаешь эту эмоцию, тогда это отзывается, тогда точно это трогает. Потому что в этом есть искренность и правда. Поэтому вот актеры настоящие, они и трогают тем, что они живут, а не вот показать свое лицо, самолюбование. Вот. Поэтому такое тоже имеет место быть. Эти коллаборации, это очень интересно. Я многому учусь у Лёши, я многому учусь у Феди. Это большой путь, очень интересный. Но, наконец, я обрел в себе такую силу, чтобы делать сам. И не спрашивать, и не пытаться
как-либо что ублажить. Вот. Поэтому я, с одной стороны, не боюсь потерять возможность делать эти коллаборации, а с другой, это очень важно. Мне нужно перестать бояться. И я думаю, что я перестал бояться, если, например, Федя скажет, что не хочет, да пожалуйста. Учитывая, что сейчас он вернулся к своим песням, что как красиво, что он делает сейчас свое, вот выпустил свою песню «Медленно», потом «Storm in a Jar» у него была композиция, она есть. Вот, и еще он готовит. Да пожалуйста, вперед! Но я не потерплю больше никакого препарирования и разбора на составляющие. Я могу дать то, что я могу дать. Нравится, не нравится, пожалуйста. Откровенно говорим, не хочется делать, не надо. Не надо. Если эта песня для меня ценна, я сделаю ее сам. Поэтому это очень было важно. Лишить возможности управлять мной. Избавиться от вот этого страха, который меня сковывал. Как же так, у меня не будет песен с Федей? Как же так, Лёша скажет, что ему неинтересно со мной? Да пожалуйста. Вот с Лёшей, например, мы общаемся близко, играем в игры, ходим в музеи. Стольким он делится, и я с ним стольким делюсь. И даже без музыки, даже без коллаборации музыкальной, это интересно, и нам кайфово, нам безопасно вместе. Поэтому вот это круто. Поэтому такая активность — это допы. То, что можно сделать с Лешей, с Федей. И это способ что-то новое для себя открыть. А то, что делаю я свое, настоящее, это вот я рад, что могу дать и отойти. А уж ты реагируй на это как хочешь, проецируй туда, что хочешь, чувствуй, как это хочешь. Я буду записывать ролики, о чем эта песня, и прочее. Буду выражать это в своих вот этих рилзах, шортсах и всем остальном. Поэтому я получил такую фразу, что намаливание моего имени. Охуеть, как намалили, я прям в деньгах купаюсь. Что это работа на мой бренд. Нет, выпускаться такие работы будут исключительно от имени аранжировщика-композитора. И мое имя фитом. Исключительно коллаборация при участии Женю. Все разработки, все заработки автору. Промо делает автор сам. Абсолютно, я не против такого подхода. Я это сам и предлагаю. Поэтому я не готов в прежнем формате, как было. Нет. Я ни одной коллаборации у себя не опубликую от своего имени. Пожалуйста, я готов фитом. Пожалуйста, сделаю репост. На этом все. И ролики я буду делать только на то, что делаю я. Если захочется Лёше, например, сделать со мной, скажем, стрим, пожалуйста, приеду, сделаем, без вопросов, мне интересно, он меня многому научит. Но промо, и чтобы меня потом упрекали за то, что уделили мне время, и вот тоже со мной всю ночь на этом клипе туда были, и что потратили выходной на меня, и я за все заплатил. Охуеть! Я долгое время избегал этих ощущений. Я думаю, не буду даже думать об этом. Ну, вот такие люди, что теперь? Я все понял. И я не жалею. Этот клип показал, кто как относится к творчеству, ко мне и прочее. Какие это люди. И с кем можно сближаться, с кем можно быть близко, безопасно, а от кого лучше отойти. И парасоциально, и без пускания в грудку. Это важно. Грудка у меня очень маленькая. Там огонечек, который нужно, уголечек, который я раздуваю, берегу. Я не позволю больше его тушить. Я уже просто могу заболеть, серьезно. Так больше нельзя, такой динамики больше не будет. И я больше не спрашиваю про свои песни, как я и сказал. То мой текст, моя вокальная мелодия, я могу делать что угодно. Что угодно. Любую аранжировку, любое изменение. Свою версию песни. И промо тоже делаю самостоятельно. Я раньше просто боялся вот этого
М, Ответственность на себя брать. Я хотел, чтобы мне помогли, чтобы мне поддержали, подсказали. Я многое понял, я понял, что если оно вот так тяжело, если с такими упреками, я уж лучше сам. Вяло, медленно, зато сам. Зато меня никто не упрекнет. Не надо намаливать мой бренд. Не надо говорить, что там что-то как-то. Я вот это все понял. Я не жалею, я очень рад, что это быстро получилось и жестко. Потому что это могло тянуться годами. А теперь я понял. Теперь я понял. И я больше иллюзий не питаю. Я больше не устраиваю родственные какие-то тут вещи. Я не стараюсь дружить прям пиздец всему. Я понимаю, что окей, у нас есть пересечения. Мы все непростые. И что... Вот так. Динамика должна быть другой. Ну, я очень рад, что обрел такого друга, как Лёша. Скажи, скажи, скажи. Такую песню написали классную. И так он для меня раскрылся, так мы сблизились. Я рад обрести такого друга, с которым мне безопасно, комфортно и который деликатно может со мной некоторые вещи обсуждать, а не рубить, унижать, корежить и навешивать вину, и страх, и ощущение своей неполноценности. Поэтому я все понял. Ни с кем не ругаюсь, все достаточно было уже сказано. Просто я для себя понял. И не питаю иллюзий. И все. И это очень хорошо. Стол для горшков. Это прекрасно, когда видишь вещи такими, какими они есть. Это может быть несколько разочаровательно, несколько печально, несколько как-то вот угнетающе, но зато это честно. А я понял, что мне честность важнее, чем да вообще что-либо. Поэтому я все понял. И как в одной из моих новых песен, мир меняет направление, но не предавай себя. Это изменение, это несколько вот ребрендинг, несколько вот ощущения по-другому творчества. Но однозначно это правильное, зрелое, выстраданное и то решение, которое я прожил. Это хороший движ. Я теперь свободнее, я исцеляюсь, я раскрываюсь, расширяюсь, расту, проявляюсь как могу. Мне больше не интересно пытаться показать только сливочки, прятаться, стыдиться, что я живу небогато. Мне не потянуть эту иллюзию. И я не человек-образ, не селебрити, не гуру. Я живой человек, я близко. Я автор песен, я исполнитель. Те рамки, которые я для себя возводил, ну, например, в каждом новом кадре, новой одежде, что я вот говорил, это бред. Я не хочу этого напряжения, я не соскуфлюсь. Я знаю, но я не икона моды, я не пример, я не хочу никого бесить своей элитарностью. Я ближе. Не прям свой в доску, парень со двора, сосед. Но я позволяю теперь себе быть собой. И это сила, блядь. Это нужно было прожить, чтобы решиться быть собой. Люди живут в масках всю жизнь, и маски нужны. Но я устал. Я хочу быть собой. Я так сильнее, я свечу ярче, когда я являюсь собой. Я не сдался. Я не сдулся. Я просто хочу естественности. Я хочу убрать все, что высасывало меня. Вот и все. Чтобы мой свет ничего не демировало. Поэтому вот. И, конечно же, мне очень важна поддержка. Будь рядом, я очень ценю. Пожалуйста.
Мне очень это важно. Проявляйся тоже. Когда я вижу, что человек следил, а потом разразился комментарием. Кстати, на комментарии чаще реагирую, чем на лайки. Всех пролайкать невозможно, вас очень много. Хоть и у меня не так уж много, но все равно много. Это вот я как-то пытался, например, у меня там свыше 100 лайков на посте, и всех пролайкать. Это день уходит. Это очень тяжело. Я могу что-то лайкнуть, если меня что-то заинтересовало. Но чаще всего, если человек прокомментировал, я тоже зайду к нему, я лайки поставлю как минимум, но еще и прокомментирую. Я к этому открыт. А чтобы вот каждому, ты мне дал, и я тебе дам. Но я и так много даю, я же эти песни пишу, я же все это себя вот всего отдаю. Поэтому... Сейчас немножко подышу и буду заканчивать ролик, потому что в этот раз он большой, но я не хочу разбивать его на части. Я терпеть ничего не буду. Не хочу и не буду однозначно. Я это понял, я это ощутил, я это прожил, я это прострадал, я этого наелся совершенно точно и очень сыто. Очень. Прекрасно. Очень сочно я этим напитался. И я достаточно здесь очень плотно, очень жестко отравился. Поэтому нещадно баню, ничего не терплю, редко объясняюсь, просто отхожу. Я теперь себя берегу. Так что я очень трепетно отношусь к отклику. Пусть мне не всегда бывает, что ответить, но я хотя бы лайкну, я хотя бы совершенно точно дам понять, что я это видел. Ну, если есть ответить, то я только с удовольствием. Особенно, когда вижу, что мне человек вложился, ну, как не отреагировать? Вот. Мои страницы — это места вдохновения. Мои пространства, которые я намаливаю. Вот это я намаливаю, а не кто-то намаливает мой бренд. Молебельный цветок. И это было за столом сказано. Я тогда даже не стал это переваривать. Я просто вот услышал, думаю, да, и дальше. А потом, как оно всегда у меня бывает, я так задумываюсь. Ебать! Вот это да! Вот это хорошо, вот это красиво, вот это супер. Вот это прям сочно было. Это прям плотно, так жирно. Хорошо. Не, спасибо. Я сам тут все намалю. Мы с тобой намалим. Это же тоже части одного. Я намаливаю и делаю песню, а ты потом слушаешь ее, даешь ей жизнь. Пишешь мне комментарий какой-то, участвуешь на прямом эфире. Это ж обалденно. Это очень круто, очень круто. Просто волшебно. Поэтому я тут не один. Я не тот человек, который снизошел, опубликовал песню, ну наконец разразился каким-то постом. Это общение. Это обмен. Я вижу эти лайки, я вижу, как ты реагируешь, я вижу, как ты откликаешься на это. Мне это очень важно. Очень. Иначе какой смысл? Я же ищу комьюнити, я же ищу единомышленников, я ищу тех, кто понимает то, что я делаю. Что это за артист, который просто делает для себя? Настоящий артист тот, кто у кого произведения отзываются в сердцах людей. В сердцах людей. Какой театр? Ну правда. Иначе зачем вообще? Зачем она берет мужские письки в рот? Зачем все это? Зачем? Как я видел комментарий Сьюзен Бойл. Какую еще следующую песню исполнить на новом альбоме Сьюзен Бойл? Манек.
My back, lick my pussy and my crack. Думаю, представляю, Сьюзен Бойл спела бы эту песню. Охуенно бы было. Вот. Мир большой. Энергии очень разные бывают. Но у меня свой аромат. Своя атмосфера. Если нравится возвращаться, я рад поприветствовать и подпитать своей энергией. Чего я хочу в ответ. Потому что инициативность без взаимности высасывает. Шикарная фраза. Это правда. Когда ты стараешься что-то как-то и не видишь отклика, да какой нахуй смысл так? Ну зачем? Ну пой для себя, ну бежи крючком, никому не показывай, делай что хочешь, но для себя. Так это ж не только для себя. Я думал что раньше, что таинственность, все такое опубликовал, все, вылизывайте меня. Это не работает на мне. Это может работать на Милен. Она богиня, и у нее продакшены какие, они в любом случае увлекают. А для меня работает теплота. Для меня работает как раз вот эта общность, вот это ощущение, что я в коннекте с тобой. Вот это круто. И люди этого хотят, потому что устали от этого одиночества, устали от этой рафинированности, безжизненности, холодности и всего остального. Давай хотя бы мы здесь придумаем себе, что мы вот прям охуеть такие друзья. Мы такие вообще прям родственники и все остальное. Я же специально пишу, что я Женя. Я не прошу называть меня Женю. Я Женя. Можно на ты. И все. Незачем вот этот вот... Незачем. Вообще незачем. Совершенно незачем. Давай быть ближе. Подписывайся на канал закрытый в Телеграме. Подписывайся на обычный канал в Телеграм. Чем примечателен вот этот канал закрытый. Какие цветы классные. Как я жду это время года. Что там я... Даже вот без этого. Я там из ванны вышел, например. Обнаженки нет пока. Я сижу какой-то вот утренний, только нанес там крема, сижу какой-то еще, вхожу в энергию. Там голосовухи, там смысл песен, там полные демки песен. О, я просто сюда пришел, даже не по бабочкам шел. И я там ближе, честнее. Есть вещи, которые мне не особо комфортно публиковать в общем доступе, поэтому там ближе, там честнее, там менее парадно, и там запрещено копировать. То есть сохранить оттуда ничего нельзя. Ну понятно, что можно заморочиться и как-то это достать можно, но я бы этого не хотел. Если это делаешь, мне лучше не говори, потому что мне не хочется, чтобы это все, что там есть, появлялось в общем доступе. Поэтому это группа для тех, кто хочет быть ближе, кто хочет тепла, моего аромата, моей энергетики, кому нравится то, как я мыслю, то, как я двигаюсь. Если интересно посмотреть на кухню изнутри, как я делаю песни. Я мало, конечно, этого показываю, но все-таки показываю, насколько мне это получается. Вот, и насколько я считаю это уместно. Так что буду очень рад видеть тебя в моей закрытой группе. Она называется, в моем закрытом канале, «Ближе к Луне». Ссылку можно найти в телеграм-канале, в закрепе или в описании канала. Так что я прям там вкладываюсь, мне очень нравится там постить. И поэтому, конечно, приятно, если там будет побольше людей, которые будут заинтересованы увидеть, как я тут вообще, не подох ли я, блядь, тут вообще. Так что, вот. Я теперь стараюсь создавать музыку, которая позволит мне больше не быть невидимкой. Ведь все вот эти вот мои заморочки, и не только мои, как вот я говорю про флекс Феди и Лёши, они из комплексов, по сути, они из зажатости, они из мыслей, которые, ну, голоса из школы еще. О, что это за бас такой простой? О, что это за ритм такой простой? Это же примитивно, это же попса. Фу, попса, фу. Почему попса это фу?
Ты попробуй сделать попсовую песню, которая запомнится, которая продается, которую поют, которую знают. Ты попробуй сделать, а потом уже говоришь, что это плохо. Попробуй сделать попсу. Я почему и делаю инди, потому что это немножко проще. Инди-поп. С поп-архитектурой, с поп всеми приемами, но инди все-таки. И мне нравится инди больше, потому что она искренняя, более настоящая, чем просто поп. В поп нужно более быть рафинированным. А я хочу быть теплее, я хочу быть душевнее. И поэтому у этого, ну вот, обратная сторона. Так что это? Гоблины. Для меня это важно. Поэтому я принял, что я инди. Совершенно точно. Совершенно точно. Совершенно точно. Однозначно. И я горжусь тем, что я инди. Я очень люблю, что я инди. Это гораздо для меня... Понимаешь, вот есть сайт, например, разные типы вокала. И я когда услышал, что для каждого стиля нужен свой определенный тип вокала. Есть голос, который раскрывается в речитативе. Есть тот, который раскрывается в крике, кто-то в шепоте, кто-то в чем-то. Кому-то нужна яркая артикуляция, кому-то не нужна, нужно наоборот вот так разговаривать, вот так петь. И что-то я не туда, видимо. Ну ладно, добегу. По лестницам побегаем. У тебя коленки покрепче, чем у меня. Бегай. Вот. И вот что я хотел сказать. Я не хочу больше быть невидимкой. У этого есть очень большая цена. Если ты хочешь выпендриться, если ты хочешь сказать что-то новое, если ты хочешь заморочиться как-то и что-то дать прям вот вообще. А самое главное, что еще попробуй это сделать. Но сам посыл, что делать вот так. Невидимка. Не всем везет делать что-то прям вот оригинальное и чтобы оно выстреливало. Поэтому я хочу делать то, что мне позволит перестать быть невидимкой. Я хочу быть видимым. Замечают не наглых, не кого-то там, замечают видимых. Есть разные способы быть видимым. Да, можно быть наглым, можно быть кем угодно. Но я хочу быть просто видимым, потому что я заслуживаю того, чтобы меня видели, слышали, воспринимали, считались со мной. Потому что я человек неплохой, и я талантливый, и я волшебный, и во мне есть вот эта магия. О, как ты о себе такой можешь говорить, ты такой заносчивый, ты такой самовлюбленный нарцисс ебаный. Нет, я просто знаю, чего я достоин. Я просто знаю, что для меня приемлемо, что неприемлемо. И что... чего я заслуживаю. И все. Причем тут какая-то самовлюбленность, что-то невероятное. Я просто знаю, чего я заслуживаю. Если ты не знаешь, чего ты заслуживаешь, если ты постоянно хочешь, ой, я мало места занимаю, я не буду мешать, я буду удобным, то, ну и всегда и будут прижимать. Всегда не будет для тебя места, всегда будешь с краю, всегда будешь каким-то недо. Совершенно точно. На своем опыте убедился. Я знаю, что такое быть невидимым. Я знаю, что такое быть тем, с кем не считаются. Кого не замечают и считают каким-то... Ну, он там аутист. Что-то там шизо. Что-то... Ну, такое. Лунатик, это не делает меня, что я... Лунатят те, кто травмирован. И потом, не знаю, луначу ли я последнее время. Поэтому
Я не боюсь сказать, что я лунатик. Я не боюсь сказать, что я живу не как-то. Ну вот. Вот. Я не боюсь больше этого. Мама говорила, не приводи никого к нам. Мы типа бедно живем. Не надо позориться. Оно-то да. Ну, поэтому у меня и нет друзей. Ну, не только поэтому, как цвет изменить? Потому что люди были специфичные. А я ни с кем не хочу общаться из одноклассников. И только с некоторыми одногруппниками у меня получается общаться. Прям вот чтоб сдружить со всеми. Теперь размер. И это не значит, что я должен себя заставлять. Если мне нужно кого-то отрезать от себя, я отрежу. Я теперь точно... Лучше быть одному, честно скажу. Лучше быть одному, чем с кем попало. С тем, кто тебя выкручивает. Однозначно. Однозначно. Я убедился. Я совершенно точно убедился. Я убедился. Балкон. Ну, все правильно. Дик. Дик-пик. Вот. Во мне есть свет, во мне есть магия. Я не все растерял, но позволил себя искорежить. Да. Осталось только самое настоящее. И мне надоело бояться. Я опубликовал, что же о мне подумают? Я опубликовал, я в этом уверен. Я хотел это сказать, это мое высказывание, это моя откровенность. Как это интерпретируется, я это не контролирую. Но я вижу, что есть отклик положительный, и я это очень ценю. Я тут наткнулся на старый комментарий на YouTube, там сказано что-то вроде «Благодаря твоей музыке мы можем ощутить магию». Я думаю, ебать. Это то, что я всегда ждал от творчества, и я собирал такие песни, фильмы, все остальное. А я забыл об этом. Я растерял это. Так вот, я хочу нести эту магию, я хочу нести этот эскапизм, это ощущение чего-то. Какое-то. Как это сказать, не знаю, невербально. Я, наверное, тогда не заметил твоего комментария, а сейчас он так меня пронзил. Я вспомнил себя, как слушал музыку, как проецировал, мечтал, вдохновлялся. А некоторые люди из моего окружения убедили меня, что надо быть безупречным, надо казаться, надо прятаться и выдавать рафинад. Нет, мне не подходит этот формат, я его прожил, он из себя исчерпал. Теперь будет по-другому. А уж насколько кринжово, зато я свободен, буду кринжовать, ну хули. Вот. 3-часовой ролик, я просто безумен. Да. Класс. Вот. Я устал чувствовать себя в коробке, в рамках. Я хочу лететь, я хочу светить, я хочу расти, я хочу тянуться к солнышку, я хочу щебетать, как птаха. Я хочу радоваться даже мелочам, а не обесценивать любой момент, сравнивая с чем-то, что есть на свете, дорогое, далекое, крутое, большое. Я хочу быть счастлив там, где я, с моими ресурсами, видеть своими глазами, ощущать своей кожей. Я хочу вспоминать себя. Я совершил слишком большую и слишком долгую ошибку, смотрел на мир не своими глазами. Я пытался говорить не своим языком, потому что хотел быть хорошим, чтобы меня приняли, чтобы меня не бросили, полюбили. Потому что... Ну а теперь я не боюсь. Я вижу отклик на меня настоящего. Он сильнее, чем на меня рафинированного. Так что выбор очевиден. Быть самим собой. Нахально, ебануто. Ну а чё?
Как он это посмел, да? Будь серым, сука, не отсвечивай. Нет. Мне как раз есть чем светить. Мой свет не ослепляющий, кстати. Он согревающий, утешающий, он волшебный. И я вовремя не дал ему угаснуть. Поэтому ни о чем жалеть я не буду. Похоже, что иначе я бы и не понял. И это только моя ответственность, что не понял раньше. Теперь понимаю. Наконец. Вот, поэтому мое пространство, музыка, игры, вот где я живу вообще в принципе, моя детскость, инфантильность, которую я думал, что это надо избавляться, надо быть сильней, надо мразотные качества в себя выработать. В этом и смысл, что творческие люди очень инфантильны, очень. Я не слепой, я знаю, я чувствую это, я знаю, что в некоторых моментах я очень уязвим. Но это мои сложности в отстаивании себя, в коммуникации. Как сказала Галя, я могу этим делиться. И не бояться. Мне нужно быть экспертным, мне нужно показать, что я сильный, я взрослый, я какой-то. Эскапизм, вот это мне больше. Поиграть в игру, пообщаться, сделать песню, поприкалываться. Эскапизм как копинг. Сбежать в этот мир, который я сам для себя создаю, в котором я уместен, блядь, в котором я не белая ворона, в котором я настоящий, и здесь не мои какие-то щупальца, какие-то вот эти вот все вещи, а здесь я как многогранный такой вот с разными оттенками порода какого-то камня, какого-то кристалла, который и фиолетовым, и красным, и всякими оттенками переливается. И утешение. Я знаю, что я способен... Сейчас дойду до зала картографии и все, завершаем. Я способен утешить. Я способен вдохновить, отвлечь от этой ебаной порой жизни, которая просто заебывает, душит, давит. Я знаю, что я такой человек, после взаимодействия с энергией которого хочется просто дышать, хочется жить. Все, моя заметка закончилась. Наконец-то, ебать, я на 2 часа написал тут. Долго я раскрывал это, конечно. Вот. Надеюсь, выглядел более-менее. А то мне сказали, что на меня есть шишка. Я не против. Вот. И я вот такой. Я знаю, не в каждом человеке такое есть. Не в каждый человек готов давать это. Многие прячутся, и они считают это уязвимостью. А я живой. Я настоящий. Я странненький. Безумненький. Может, пугающий для кого-то в некоторых моментах. Я все время думал, боялся, что вот я скажу, что я лунатик, и скажут, что так ты болен, так ты неадекватен, так ты собой вообще не управляешь, так ты... Да, отойдем от тебя. А у каждого есть какая-то уязвимость. У каждого есть какая-то своя странность, и много их может быть. Зумы. Вот. Пиздел 3 часа, пиздец. Даже вода закончилась в моей сосочке. Вот. Для меня это новый этап. И я хочу, чтобы я тут был не один. Пожалуйста, не заставляй меня чувствовать себя, что я один. Это очень важно. Мне это очень важно. Очень важно. Вот. Спасибо за поддержку. Спасибо за донаты. Донат можно сделать в телеграм-канале. В описании есть ссылка. Я очень это ценю, потому что... Ну, я не хочу из себя строить какого-то бедного, нуждающегося, жалкого. Нет. Но деньги такая штука, которая, ну, не бесконечная и всегда нужны.
Поэтому, если хочешь меня порадовать как-то ощутимо, потому что мне за мою музыку, за мои посты никто не дал пирожка. Поэтому, если хочешь мне дать пирожок, я не против. Ну как, вот донат там ценой бургера, ценой чашкой кофе, ценой пирожка. Чё бы нет. Я уж не прошу какой-то большой донат, хотя не помешало бы, конечно. Все это, что я делаю, оно требует денег. Вот. Но буду рад. Даже какой-нибудь смешной сумме не восприму это как насмешка или что-то, я ценю. Поэтому донатом я рад, и это меня не оскорбляет. Меня наоборот это подпитывает, вдохновляет. Если есть желание сделать донат, пожалуйста, ссылку теперь знаешь, где можно найти. В описании телеграм-канала. Вот. Все, завершим здесь. Давай завершим как раз вот там, где у нас Когава. Да я не это хотел, я хотел вот это. Там как раз будет дальше интересно. Давай мы туда переместимся и там завершим. Как хорошо, что у меня все летучие пламя открыты. Вот. Пожалуйста, давай быть вместе. Я считаю, что эту уязвимость нужно показать. А не так, что хочешь подписывайся, хочешь нет, мне насрать. Не понимаю таких блогеров. Мне важно. Спасибо, что ты со мной. Спасибо, что решаешься лайкнуть. Решаешься прокомментировать даже. Решаешься донат отправить. Ох, какая вегетация. Вот здесь мы и завершим. Я это очень ценю. Я это замечаю. Меня это очень трогает, вдохновляет. Это на самом деле очень подпитывает. Знай об этом. Это очень дает силы, что... О, не зря. Люди слушают, люди ждут. Новый альбом моей любимой группы. Долгожданный альбом. Кто ждал? Какой группы? Я сам очень люблю свою музыку. Очень люблю. И это вот моя зацикленность, которая мой копинг, мой мир. Без этого я бы себя очень пусто чувствовал. Я бы не знаю, чем я бы вообще заполнялся бы. Чем-то явно нехорошим. Поэтому я очень просто вот растворяюсь в своей музыке. И я в ней теперь наконец-то могу быть искренним. Наверняка те произведения, которые уже давно в сети, было ощущение при прослушивании, что... Ну вот причина. Потому что я не мог там раскрываться, как следовало бы. Потому что это коллаборация. А раскрыться, как вот сведение, мастеринг, я же рассказывал, можно только, когда ты сам от этого это делаешь. И вот я вспомнил хорошую вещь. Я зашел случайно на страничку. У подписчиков в подписках была Джулия. Я думаю, что-то другой ник. У нее был совершенно другой. Ну, просто Джулия был. Та, которая после Ализе у Милен была. И какое мое впечатление было, когда я нашел ролик у нее, в котором она отвечает на вопрос, а будут ли еще коллаборации с Лораном Бутана и Милен Фармер. И она сказала, что это была именно коллаборация, это был опыт, который в столь юном возрасте ей повезло испытать, и что ей неинтересно больше работать в таком формате. И я думаю, Ализе ушла, захотела делать музыку, которую она считает нужным. Я тогда не понимал, я думал, неблагодарная, как ты посмела и все такое. Здесь та же ситуация повторилась, я в таком восторге, я просто охуел. Это класс, мурашки. Я в восторге. Почему? Потому что я же мечтал с Милен работать. Но съев 15 лет вот таких... Если бы я начал раньше, да, наверное, я бы не замечал, и с моими травмами я бы выполнял все, что мне скажут. Но 15 лет вот так, осознав, что ты должен делать то, что ты делаешь сам, и быть за это в ответе. Есть хочу. Вот это ценно, вот это по-настоящему, когда ты раскрываешься. Она
чуть помоложе меня, но она это тоже поняла. И она часто говорила в этом ролике про свое окружение. То есть ее еще намолили на то, видимо, она жаловалась на то, как она работала с Милен. Мои додумки. Но мои интерпретации. Сам факт, что это была всего лишь коллаборация, и что она не совсем так ощущает музыку, как они, и что альбом-то провалился, и там был комментарий, скорее всего, это они, и Милен, и Лоран, перестали с тобой работать, потому что ты, альбом провалился, какой смысл? Тоже имеет место быть, потому что, это коммерция, это лейбл, это полностью от и до проект. Может быть, даже у нее нет доступа к этому основному инстаграм-каналу. Запрещен в социальной сети. Может быть, это было сделано... Ведь Джулия, да? Сколько могло быть Джулий до нее? Это ж не какой-то уникальный псевдоним, это Джулия. Видимо, купили этот инстаграм-аккаунт. И для нее сделали. И она выпускает песни на отдельной своей страничке. В каждом из, Spotify, Apple Music, везде. Это имеет смысл. Там у нее и кавер есть. Satisfaction. I get no satisfaction. Молодец. Сейчас она классную балладу сделала, и ремикс классно сделала. В ремиксе еще лучше песня звучит. Поразительно. То есть, видимо, работать с Милен не так уж и просто. И Лораном. И вообще под гнетом лейбла. Раз уж я разговариваю, что бы... Вот. Я под таким впечатлением, если это было один раз, интерпретации может быть сколько угодно. Ализа же сейчас давала концерт, что вот, типа туда-сюда. Спасибо, Милен, спасибо, Лоран. И все такое. Круто. Но на самом деле она тогда ушла делать песни самостоятельно. И в итоге она поняла, что она вообще не хочет заниматься песнями именно. Она хочет танцевать. И сколько детей у нее родилось. То есть ей было чем заняться. А Джулия еще девчонка совершенно. И она уже поняла, что в таком формате, сейчас же тренд на все вот это вот. Я слышу себя, я понимаю себя, туда-сюда. Любовь к себе и все такое. То есть наше поколение снежинок за это критикует, что мы думаем о своем вот этом всем. Родители типа, о, что ты такой чувствительный? Мы там гораздо хуже вещи проживали. Да, но мы вот такие. Поэтому я под большим впечатлением, что я же в прошлом ролике говорил о том, что вот я мечтал работать с Милен. Как коллаборация, да, я всегда буду об этом мечтать, конечно. Но как проект, который за меня от и до делают, и я выполняю то, что автор здесь заложил, пою его песни и прочее такое, скорее нет, чем да. Я бы с удовольствием исполнил песню, которую она бы написала. Или, как она любит делать, взять известную песню, которая уже годами проверена, и сделать на нее прочтение в виде дуэта. Вот. Но это мечты мои из разряда совсем уж влажных и совсем нереальных. Я это понимаю, не думая, что я тут какой-то оторванный от реальности совершенно. Я прекрасно это осознаю, что, это в каком-то супер сне. Хотя аффирмации, такая штука, они работают. И такое вполне может быть. Поэтому, отойди. И я понимаю, что такую возможность исключать нельзя. Всякое может произойти. Но, дед, слушай. Вот. Так что, если такое вообще реально, сделать коллабу с Милен, я бы поехал во Францию с удовольствием. Я бы все сделал, чтобы попробовать этот опыт. Но это не идея фикс.
Я уже съел здесь, я уже разочаровался, я уже сам себя погрузил вот в это состояние, когда я мечтал и, ну, сам пошутил, сам посмеялся, сам придумал себя, сам разочаровался. Нет, я на это так больше не смотрю. Я понял, что то, что я могу дать, я даю сам. И сейчас такое время, что быть DIY-артистом это очень доступно. Каждый может записать свою песню, каждый может ее опубликовать официально и сделать промо из своих возможностей и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ну, мне бы такую метлу, чтобы она мне тут убирала. Вот. Так что удивительно. Но я слышал про то, что когда работаешь с лейблом, когда работаешь, ну, сам песни не пишешь, а только исполняешь, это все, да, вплоть до смертельных болезней. Психосоматика начинает работать. Но мне так важно почему-то было увидеть это подтверждение. Не то чтобы я радовался, злорадствовал, что они больше не работают и не общаются. Просто я хотел понять, почему это. И я наконец-то понял. Ну, она завуалированно, так уважительно все это сказала. Но тем не менее, понятно, потому что это невыносимо. Я люблю, говорит, этот альбом, который мы сделали, но я, как покемон, эволюционировала, и я решила, что нужно идти дальше, я хочу делать свою музыку, такую, которую я хочу, так, как я хочу, и прочее, прочее. Конечно, она теперь не получает такого внимания. Те, кого вот заинтересовали тогда от фандома Милен, кто переключился, те с ней и остались. А новых особо-то, потому что, ну, там просмотры скромные, типа моих, поэтому удивительно. Я думал, несмотря на нее, что она готова просто душу продать, что она девочка нужных родителей и все такое. Но я убедился, ну, я не знаю наверняка, но я убедился, что она смогла или отказаться, или от нее отказались. Факт остается фактом, что не жизнеспособна эта тема. Если бы, наверное, получилось, можно было бы вкладываться в это финансово и душевно, эмоционально и прочее сколько угодно. Все-таки, ну, с чего бы Милен и с чего бы Лоран вкладывались в это просто потому что: «Ой, ты знаешь, так хорошо девочка поет, мы ее на голосе услышали, блядь». Ну не рассказывайте этого говна, ну сколько можно вот этой сказки ебаной. Не надо вот этого придумывать. Понятное дело, что рассчитывали на что-то и хотели взять новую кровь, хотели взять девочку, которая нового поколения, которая отзовется у ее сверстников, и можно будет на этом зарабатывать, как в свое время отозвалась Ализе. Но не сработало. Что-то в Джулии, видимо, нет того, чтобы вот отозваться так. Она очень холодная, очень закрытая. Но я вижу, какие она ролики опубликовала в этом новом аккаунте. Она тоже начинает прощупывать эту теплоту, эту открытость. И поэтому она может начать сиять, может нарабатывать свою аудиторию. Так, я помню это испытание, я сейчас не буду проходить, оно очень душное. Тут будут зеркала, которые очень тяжело проходить. Вот. Так что для меня было большим удивлением узнать это. И 12 марта, 7 января, ебать. Вот. Мне прям как-то дышать легче стало, что может и хорошо, что Милен меня не заметила. Что ей, может быть, не понравились мои каверы, или вовсе она их не слышала. Или, как вот мне написал этот Олег, Игорь. Ладно, Олег, а то это уже как буллинг, не буду. Хочешь быть Олегом, будь Олегом. Может, реально Олег, откуда я знаю. Что... блять, вылетела мысль. Ну, короче, мне прям легче стало. Мне прям стало легче, и я не жалею. О, не жалею, как будто был другой вариант. Как будто мне был выбор, работать с Милен или нет. Не жалею. Потому что
я совершенно точно укрепился в том, что в моих силах я могу делать то, что я могу. И я это делаю искренне, живо, с огнем, с наэлектризованностью. Наконец я могу быть собой, наконец я не боюсь выражать себя в сети, наконец я не боюсь одеваться как угодно и не бояться, что кто-то про мои руки что-то скажет. Я субтильный сам по себе, я изящный. И ну почему я должен из себя строить вот прыщики под мышками? Ну короче, вот. Я этому рад. Я этому очень рад. Что я наконец-то могу быть самим собой. И что лейблы и вся вот эта система круто, никуда она не денется. Но сейчас большая вот волна того, что можно делать самостоятельно. И это так круто, это такая свобода. Поэтому все карты мне в руки. И только здоровье бы мне. И чтобы жизнь сильно не колыхала. Тогда я в ресурсе, тогда я хочу этим всем заниматься, тогда я кайфую, и тогда я вижу твой отклик, тогда оно отзывается в тебе. Когда я живу просто, растворяюсь в этом. Вот. Покажу свой рабочий стол. Сейчас. Выйти из игры. Какие у меня здесь игры есть на этом компе? Их немного, но вот. Мини-игры. Тортикс, Неон. Инзой попробовал, пока не зашло. В общем, вот здесь все видно. Узик Азкабана, конечно же. Вот. И спасибо за просмотр. Если удалось досмотреть до сюда, вау! Вау! Until it's cool, just cool, nice. Спасибо. Может, не за один день, но все-таки досмотрел. Досмотрела до сюда. Спасибо. Я, наконец, начинаю жить. Я, наконец, начинаю жить. Вот это да. Я как-то страдал, я ждал, что будет... Вот этот Олег сказал, что вот, кажется, переедешь, будет там новая жизнь, будет там все... Будет... А сейчас просто репетиция жизни. Нет, я как раз сейчас живу свою жизнь. Я как раз сейчас лучшая реальность, которая возможна только... Ну, просто в Hogwarts Legacy без VPN не запускается. Именно он запускается, а моды почему-то не работают без VPN. Вот. Поэтому спасибо. Подписывайтесь. Будь со мной. И надеюсь, я буду радовать. А ты радуй меня тем, что откликаешься на все это и что решаешься лайкнуть, написать, донаты, подписки. Спасибо. Ну, пока.